После этого мы встречаем нашего главного героя по имени Судьба, у которого урчит в животе от голода. Отряд воинов возвращается с триумфом, и Судьба слышит, как они рассказывают о своем успехе. Судьба утверждает, что он никогда не сможет охотиться на гоблинов, как они, так как он совершенно бесполезен, и у него постоянно урчит в животе. Судьба объясняет, что он винит во всех своих несчастьях бесполезный навык, называемый обжорством. Он напоминает себе, что должен быть благодарен судьбе за то, что у него по крайней мере есть работа. Некоторое время спустя все удивляются, когда святые рыцари проходят по городу. Это трио братьев и сестер Валариков. Затем мужчина начинает опасаться за свою жизнь, когда случайно роняет еду, которая касается одного из них, и тот, кого зовут Хада, спрашивает, что делает крестьянин. Крестьянин начинает отвечать, но Хада приходит в ярость от того, что этот человек обращается к нему. Крестьянин начинает извиняться, но это приводит их в еще большее бешенство. Они предупреждают, что любому, кто оскорбит святых рыцарей, отрубят голову. Они решают уйти, но говорят мужчине, что ему повезло, что он все еще жив. Все расстроены, видя, как это происходит, но ни у кого не хватает смелости что-либо предпринять. В замке Судьба радуется, что день почти закончился, и восклицает, что уже почти пора возвращаться домой. Рыцари направляются в замок, где спрашивают Судьбу, считает ли он, что хорошо поработал, заменив их. Судьба считает, что так оно и есть, поэтому Рафаэль выплачивает ему жалование. Как будто бросить его на землю было недостаточно плохо, они еще и заставляют его поднимать его у них на глазах. Хада совершенно очевидно намеренно наступает Судьбе на руку, но насмешливо извиняется, заявляя, что Судьба была настолько грязной, что он его не заметил. У Судьбы начинает урчать в животе в самый неподходящий момент, и Рафаэль указывает на то, насколько отвратительна Судьба. Рыцари в ярости, потому что из-за этого ворчания кажется, что ему недостаточно платят, и они безжалостно избивают его. Судьба думает о том, что в этом мире есть имущие и неимущие. Их разделяют особые силы, дарованные богами, их умения. Рыцари продолжают обращаться с ним как с боксерской грушей и объясняют, что он обязан им своим существованием. Человек с таким никчемным умением, как у него, зарабатывает деньги только благодаря милости святых рыцарей, подобных им. Они говорят ему, что он должен быть благодарен, и когда он расслабляется, это плохо отражается на них. Они требуют, чтобы он встал на ноги, но только для того, чтобы снова сбить его с ног. Они считают, что ему нужно преподать урок и объяснить, что непокорным собакам нужна строгая дисциплина. Именно в этот момент им говорят остановиться, поскольку причинение такого рода оскорблений гражданам, которых они поклялись защищать, не является поступком святого рыцаря. Говорящую девочку зовут Рокси, и она объясняет, что наблюдение за воротами – почетная обязанность святого рыцаря. Это обязанность, которая должна быть возложена на них самих. Рыцари считают это расхождением во мнениях, но решают, что лучше всего уйти. Рокси помогает побежденному неудачнику, но он замечает, что Рафаэль бросает на него самый злобный взгляд. Рокси приводит его в порядок и говорит, что помочь ему не проблема, так как они одинаковы, когда дело доходит до наблюдения за Гейтсом. Более того, именно так должен вести себя такой святой рыцарь, как она. Она берет на себя охрану ворот и просит Судьбу сообщить ей, если что-то подобное повторится. Вместо того, чтобы принять этот жест как нормальный человек, Судьба просто говорит ей, что он к этому привык, и уходит. Позже мы понимаем, почему он так сказал, поскольку он думает о том, каков Рафаэль, и неизвестно, что он может сделать. Оказывается, что Фейт не полный неудачник, поскольку он просто пытается защитить Рокси и не хочет рисковать, вовлекая ее в это дело. Бармен объясняет Фейту, что если он и дальше будет позволять рыцарям обращаться с ним подобным образом, то закончит как последний парень. Для этого есть только один выход, и он будет неприятным. По дороге домой Судьба проклинает его за то, что у него все еще урчит в животе, хотя он только что съел целый обед. Он осуждает свое обжорство и жалеет, что не родился с чем-то стоящим. Он не хочет становиться святым рыцарем. Он предпочел бы стать воином или даже торговцем или ремесленником. Однако положение вещей не меняется. Он утверждает, что когда у тебя ничего нет, ты просто попадаешь в ловушку неудачника. Именно в этот момент Судьба замечает, что какие-то воры нападают на кого-то, и первая мысль слабака – заполучить Рокси. Он рассказывает ей, что происходит, и она оставляет бесполезного неудачника, чтобы занять ее место охранника. Кажется, его это вполне устраивает, и он просто стоит в стороне, слушая, как она избивает воров. Как раз в этот момент один из воров начинает бежать навстречу Судьбе, и его трусливый инстинкт немедленно подсказывают ему убегать. Однако Судьба останавливает себя и думает о том, что Рокси доверила ему охранять ворота, и если он убежит, это доставит ей неприятности. Судьба борется с каждой трусливой клеточкой своего тела, готовясь к битве. Он замечает, что вор уже ранен, и только сейчас обретает уверенность в том, что сможет остановить его. Судьба издает вопль, производящий наилучшее впечатление храброго воина, и проделывает дыру прямо в груди вора. Как раз в этот момент голос сообщает, что его навык обжорства активирован, и его характеристики теперь будут увеличиваться. Судьба не может понять, что происходит, и голос сообщает, что добавлены навыки идентификации и телепатия.
Судьба никогда в жизни не был в таком замешательстве, как сейчас, когда Рокси возвращается с боя. Конечно, она беспокоится за его жизнь, ведь он так слаб, но судьба замечает кое-что странное. Он слышал слова, исходящие от нее, но ее губы не шевелились, и ему казалось, что он слышит ее внутренний голос. Он объясняет, что с ним все в порядке, и это повторяется снова. Она заявляет, что должна сообщить обо всем, но судьба потрясена, увидев, что он больше не может этого слышать. Он говорит ей, что она может взять на себя ответственность за его убийство, так как он уверен, что у него возникнут проблемы, если Рафаэль узнает об этом. Рокси хотела отдать ему должное, но в знак благодарности она решила предложить ему работу на благо своей семьи. Сначала он пытается отказаться, но она не слушает и спрашивает его, намерен ли он служить Валерикам до тех пор, пока это его не убьет. Судьба начинает обдумывать это и рассматривает два пути. С одной стороны, это будущее, в котором к нему все время относятся как к мусору, а с другой стороны, он может работать на Рокси. Судьба обеспокоена тем, что если он уйдет, то с человеком, который его заменит, будут обращаться как с мусором. Однако Рокси советует ему перестать так много думать и просто проигнорировать то очень хорошее замечание, которое он высказал. Судьба прислушивается к ее совету и соглашается работать на ее семью. В ту ночь судьба сидит на жалком подобии кровати в своей спальне, которая выглядит как тюрьма, и с ужасом осознает, что все его показатели теперь исчисляются трехзначными цифрами. Его новые способности тоже остаются загадкой, но он понимает, что должно быть использовал телепатию. Он понятия не имеет, что происходит с его телом, но становится все увереннее, так как, возможно, не сможет победить монстров со своими новыми характеристиками. На следующий день судьба ищет его меч, но торговец разочарован, увидев, что он беден. Торговец прогоняет его прочь, когда судьба думает о том, что прошло 5 лет с тех пор, как он приехал в королевскую столицу. И 2 серебряные монеты – это все, что он смог скопить за это время. Работаю. Однако еще не все потеряно, так как торговец говорит ему, что он все еще может позволить себе это бесполезное оружие, которое он хранит в бочке. Торговец отворачивается, предоставляя судьбе прекрасную возможность забрать все, что он захочет, но судьба решает вместо этого просто заглянуть в бочку. При этом он использует свой новый выявленный навык, чтобы прочитать характеристики всего оружия, находящегося в бочке. Все они имеют нулевые показатели долговечности и силы, но один меч привлекает его внимание. Он грязный, и с ним обращались как с мусором, так что судьба не может не заметить, что у него тоже есть эти качества. Именно в этот момент судьба потрясен, услышав слова «Эй, ты пришел из меча». Меч по имени Жадность заявляет, что это того стоит, и просит судьбу поторопиться и купить его. Жадность знает о ненасытности судьбы и говорит, что это потому, что у них много общего. Судьба оставляет свои единственные 2 монеты и с радостью забирает свой новый говорящий меч. В другом месте в Аларике рассказывают о том, как Рокси, по-видимому, пытается нанять судьбу для семьи Харт, даже не спросив их об этом. Девочка по имени Мимо хочет рассказать ей, что происходит, когда кто-то бросает вызов семье Валариков, но Рафаэль указывает, что никто не может быть так легко заменен, как судьба. Кроме того, черви и Валарики являются частью 5 великих семей, которые поддерживают королевство, и нет смысла в этом. Сейчас это усложняет ситуацию. Рафаэль направляется в военный округ, что побудило Мемеля спросить, что он планирует изучать на этот раз. Тем не менее, он шокирует ее, так как планирует изучить, как стать бессмертным. Некоторое время спустя судьба появляется со своим говорящим мечом, и это предупреждает его о том, что что-то приближается. Из ниоткуда появляется гоблин, но теперь судьба может уничтожить его. Это снова активирует его навык обжорства, и его характеристики увеличиваются еще больше. На этот раз добавлено увеличение силы навыка. Тогда жадность от души посмеется, так как судьба оказывается в большой беде, когда появляются сотни гоблинов. Однако судьба кажется совершенно другим человеком, когда он расправляется с несколькими гоблинами. После каждого уничтожения активируется его навык обжорства, и он просто продолжает идти вперед. Слова «активирован навык обжорства» повторяются сотни раз, пока судьба добивает всех гоблинов, и он потрясен, увидев, что его характеристики возросли до сумасшедшей величины. Жадность указывает на то, что судьба, должно быть, сейчас ведет себя глупо, и судьба замечает, что за весь день у него ни разу не заурчало в животе, чего раньше никогда не случалось. Судьба совершенно запуталась, поскольку у него сложилось впечатление, что люди рождаются с единственными навыками, которые у них когда-либо будут. Жадность указывает на то, что это правда, но навык прожорливости судьбы делает его другим. Обычно характеристики увеличиваются в битвах, и в зависимости от опыта повышается их уровень. Однако навык обжорства крадет статистику и другие навыки за счет потери опыта. Судьба начинает понимать и осознает, что должно быть именно поэтому он все еще находится на первом уровне. Жадность удивляет судьбу, когда он объясняет, что знает это, потому что они одинаковы. Как раз в этот момент они замечают приближающуюся группу воинов, и жадность говорит судьбе, что его умение обжорства. Это не та вещь, о которой он хотел бы, чтобы узнали другие люди. Это одно из умений, противоречащих божественному закону. Судьба распорядилась так, что он должен сражаться в одиночку, но жадность напоминает ему, что теперь он с ним, и судьба больше никогда
никогда не будет одинока. Судьба рада, что жадность признала его своим хозяином, но жадность велит ему успокоиться со всеми этими разговорами о хозяине. Как раз перед тем, как они уходят, жадность напоминает ему забрать уши гоблина, чтобы судьба могла расплатиться с ним. После этого судьба забирает свою награду и думает о том, сколько еды он хочет получить, но жадность напоминает ему, что его содержание стоит на первом месте. Жадность хочет, чтобы к нему относились как к драгоценному камню, которым он и является, но судьба считает, что он слишком высокого мнения о себе. Однако меч объясняет, что они не зря называют его жадностью. Как раз в этот момент они натыкаются на мужчину и маленькая девочка, которая с ним просит о помощи. Судьба использует идентификатор, чтобы увидеть уровень угрозы этого человека на случай, если он просто хочет проигнорировать все это, но обнаруживает, что у него есть навык, который позволяет ему скрывать свои характеристики от идентификатора мастерство. Это значит, что никто не знает, на что способен этот парень. Жадность задается вопросом, что он будет делать, и судьба показывает, что теперь он совершенно другой человек, поскольку он заявляет, что они не могут просто игнорировать крики девушек о помощи. Они следуют за ним, и подлый парень говорит девушке, что она будет служить рабыней святым рыцарям. Жадность указывает на то, что парень довольно вынослив, и говорит судьбе, что это его последний шанс повернуть назад. Когда он готовится к битве, судьба думает о том, что теперь у него наконец-то есть хоть какая-то сила, и если кто-то страдает у него на глазах, он хочет помочь им в этом. В другом месте женщина из церкви разговаривает с группой грустных детей, оставшихся без родителей. Вместо того, чтобы попытаться найти им родителей, монахиня рассказывает им о святом Лапласе, создателе их мира. Когда Лаплас покинул этот мир, она одарила людей особыми способностями, известными как умения. Дети, вероятно мечтающие о том, чтобы Трибута одарил их родителями, могут есть только в том случае, если они выражают свою благодарность, что они и делают. Хотя один ребенок очень нервный. Он не набивает себе морду, как другие, и объясняет, что в святом кружеве на коленях играть нечестно. Святые рыцари и воины обладают потрясающими способностями, но у него они такие слабые. И, вероятно, именно из-за его слабых навыков оба его родителя до сих пор не вернулись после того, как сходили за молоком. Женщина в плаще объясняет, что в старые времена, когда святой Лаплас защищал мир, не было ни навыков, ни характеристик, ни монстров. В те времена все были равны. Для нежеланного ребенка это звучит как рай, и он жалеет, что не родился тогда. Как раз в этот момент появляется другая монахиня и в отчаянии объясняет, что не может найти одного из их пропавших сирот. Она уходит, чтобы продолжить поиски, а другая монахиня вздыхает, задаваясь вопросом, куда подевалась девочка по имени Сахара. Вернувшись к судьбе, мы видим, что Сахара на самом деле та девушка, за которой он следовал. Похититель выплескивает свое разочарование на стальную балку и уходит, вероятно потому, что ему было очень больно, и он не хотел в этом признаваться. Однако это дает нашему мальчику возможность спасти девочку, которую он так долго ждал. К сожалению, плохой парень стоял прямо там и сравнивал судьбу со всеми остальными глупыми героями, которые бросали ему вызов из-за какого-то ложного представления о справедливости. Презренный злодей указывает, что у судьбы нет шансов победить его, особенно когда она защищает девушку. Судьба хочет доставить ее в безопасное место, но он даже не знает, где это может быть. К счастью, у жадности появилась идея, и она велела судьбе отступить. Плохой парень, любящий банданы, думает, что судьба слабее его, поэтому жадность думает, что они могут воспользоваться его самоуверенностью. Плохой парень преследует их и указывает, что если он убьет судьбу на глазах у девушки, то она никогда больше не ослушается его. Жадность каким-то образом способна почувствовать человека и велит судьбе перевернуть несколько коробок, и судьба сталкивается с человеком лицом к лицу. Жадность начинает беспокоиться, когда человек использует свой острый навык. Это указывает судьбе просто поразить его своим мечом. Судьба именно так и поступает, используя жадность, чтобы просто разрезать все, к чему прикасается, и судьба требует объяснений от человека в бандане. Этот человек отказывается рассказать судьбе, какой святой рыцарь заставил его похитить девушку, поэтому судьба прибегает к старой доброй пытке. Этот человек больше не может выносить мучительную боль и признается, что это был Хадо. Затем короткая сцена показывает, насколько злым является Хадо, когда он использует сирот, чтобы помочь себе в стрельбе по мишеням. Судьбе удается спасти девочку, хотя она обнаруживает, что у нее урчит в животе. Они официально представляются друг другу и отправляются за едой. По-видимому, девочка никогда раньше не ела, так как она пытается откусить кусочек от еды, которая явно слишком острая, и судьба напоминает ей быть осторожной. Сахара плачет, потому что на самом деле оказывается, что она никогда раньше не ела мясо, так что судьба дает ей его тоже. Позже судьба забирает ее обратно в приют и удивляется, когда его благодарят в первый раз за всю его жизнь. Судьба объясняет, что у него такой же слабый навык, как и у нее, и все, что он делает, это проголодался. Несмотря на то, что всего за день до этого судьба, казалось бы, ненавидела его собственную жизнь, он думает, что превратился в своего рода тренера по жизни. И дает Сахаре несколько советов. Он утверждает, что какими бы трудными ни были обстоятельства, если ты сможешь посмеяться над ними, тогда они обретут счастье. Эти слова на самом деле принадлежат его отцу. Тогда он ничего не понимал, но то, что сказал ему отец, помогло ему дойти до этого момента. Гуру самопомощи утверждает, что именно поэтому он тоже хочет, чтобы Сахара выжила, и он уходит. Беглый взгляд на его статистику показывает, что судьба быстро прогрессирует, и жадность поздравляет его с освоением первого технического навыка. Техники владения одноручным мечом «Острое лезвие». Это очень важно, так как вместе с техническими навыками он овладевает техническими искусствами, которые подобны секретным техникам. Этот конкретный прием позволяет
позволяет судьбе атаковать дважды за один удар. Именно эту бандану с острым краем собирался использовать мужчина, так что у судьбы были бы большие неприятности, если бы он это сделал. Жадность называет судьбу героем, но наш скромный протагонист утверждает, что он таковым не является, и если бы он знал об атаке с острым краем, он бы не рискнул это. Жадность указывает на то, что правда в том, что сражение сводится к удаче в данный момент. Нет никакой гарантии, что более сильный всегда победит, поэтому судьба понимает, что удача должно быть была на его стороне. Судьба думает про себя, что он хочет стать сильнее, достаточно сильным, чтобы победить, не испытывая при этом везения. Именно в этот момент жадность напоминает ему, что его первый день работы в сердцах наступит на следующий день, и судьба кричит в агонии, вспоминая, что он не купил никакой одежды. В баре мужчина рассказывает, что некто по имени сэр Мейсон был поражен божественным драконом. Неизвестно, что произойдет с семьей Харт, но вполне вероятно, что Рокси станет его преемницей. К сожалению, именно мистер Мейсон удерживал святых рыцарей от полного выхода из-под контроля, и старик не уверен, что даже леди Рокси сможет держать их в узде. Пьяница спрашивает о судьбе, и бармен объясняет, что раньше он заходил к нам каждый день после работы. На следующий день судьба удивляется, потому что это его первый визит в квартал рыцарей. Поместье семьи Харт такое же потрясающее, и Рокси приезжает, чтобы поприветствовать его. Судьба застигнута врасплох ее появлением, и она делает ему комплимент по поводу того, как хорошо он прибирается. Покончив с этим неловким взаимодействием, Рокси вовлекает его в другое, знакомя со своим недавно умершим отцом. Она объясняет, что 5 дней назад он был уничтожен божественным драконом в Галии. Судьба думает о том, что Галия – это континент, где правят монстры. Одна из главных обязанностей святого рыцаря – сдерживать их. Рокси объясняет, что в этом году эта обязанность легла на семью Харт. Это опасное задание, но оно не должно было быть смертельным. Однако божественный дракон, который не покидал своего логова более 1000 лет, уничтожил все войско ее отца. Судьба не верит своим глазам, когда понимает, что Рокси заботилась о нем последние несколько дней, несмотря на то, что она переживала потерю своего отца. Она не хочет, чтобы он грустил. Она теперь глава семьи и хочет, чтобы они вместе работали над тем, чтобы в доме было весело. Они идут пожать друг другу руки, но судьба знает, что это активирует его телепатию. Поэтому он указывает на какого-то случайного человека. Хару главная горничная, и она просит судьбу позаботиться о том, чтобы он вел себя так, как подобает слуге семьи Харт. Судьба соглашается, но, кажется, совершенно забывает об этом, запихивая еду в рот, как будто готовится к зимней спячке, о которой никому не рассказывал. Неделю спустя судьба работает так усердно, что другие слуги советуют ему немного отдохнуть. Они рассказывают, что он считал себя немного странным, так как они постоянно видели, как он разговаривает со своим мечом, и его трясло, когда он ел мясо. Желудок судьбы очень громко урчит прямо у них на глазах, и они не могут в это поверить, так как все они только что поели. Судьба вызван на встречу с Рокси, но его желудок продолжает урчать, и даже судьба не понимает, что происходит. Рокси пытается завести с ним разговор, но судьба может думать только о том, что он, как ни странно, становится все голоднее и голоднее. Он боится, что больше не сможет сдерживаться, но Рокси останавливает его. Эти двое переживают из-за своих погибших отцов, так как отец Фейта тоже погиб во время охоты на монстров. Рокси называет Фейта семьей, но он хочет быть чем-то большим. Прежде чем он успевает сказать ей об этом, она отклоняет его просьбу, и что еще более удивительно, Фейт начинает падать в обморок. Позже Фейт просыпается в своей комнате с запиской от Рокси, в которой ему предлагается взять выходной. Фейт спрашивает Жадину, что с ним происходит, ведь он никогда еще не испытывал такого сильного голода и больше не может держать себя в руках. Жадность показывает, что как только навык обжорства почувствует вкус душ, его уже не остановить. Чем больше судьба поглощает, тем сильнее она становится. И чем больше она поглощает, тем большего ей хочется. Судьбе предначертано искать души, чтобы поглотить их, пока она не умрет. Судьба задается вопросом, что произойдет, если он этого не сделает. И приходит в ужас, узнав, что он умрет от голода или потеряет контроль и начнет нападать на всех, кто встанет у него на пути. Судьба не может в это поверить, потому что это заставляет его казаться каким-то чудовищем. Однако жадность дает ему чаевые. Он говорит судьбе, что когда его голод достигнет предела, это отразится в его глазах. Жадность подтверждает, что жизнь судьбы полностью изменилась, и теперь пути назад нет. Судьба выходит на улицу и проходит мимо группы людей. Наш голодный герой потрясен, осознав, что они почему-то вкусно пахнут, и жадность объясняет, что это из-за того, что у него усилился голод. На это указывают его красные глаза, и это временная способность, которая позволяет эффективно использовать навык обжорства. За это время у Фейта улучшится ночное зрение, он сможет выслеживать добычу по запаху, а более слабая жертва будет напугана и парализована. В этом есть смысл, так как они выходят за пределы королевства и находят нескольких гоблинов в ужасе. Наш когда-то невинный и хрупкий герой теперь совершенно другой человек, поскольку он сам участвует в кровавой бойне. Когда с этой группой покончено, они направляются в лес хобгоблинов. Судьба продолжает резню, но, похоже, расстраивается, задаваясь вопросом, сколько еще ему нужно, чтобы избавиться от чувства голода. Проходят часы, и жадность подсказывает, что все кончено. Судьба надеется, что он никогда больше не почувствует ничего подобного, поэтому жадность говорит ему, что ему придется время от времени охотиться на монстров и скармливать души обжоре. Именно в этот момент судьба потрясена, увидев, что появился король гоблинов. Это не дает ему большого преимущества с точки зрения статистики, но
но зато у него есть навык восстановления здоровья. Он лечит раны, и с его помощью Фейт сможет продолжать сражаться, даже если получит травму. Наш мальчик определенно хочет получить немного силы Дэдпула и отправляется за королем гоблинов. Фейк испытывает отвращение, когда гоблин пожирает человека, а жадный Коули указывает, что люди – прекрасная еда для монстров. Фейту удается нанести удар по гигантскому троллю, но он замирает на мгновение, когда видит человеческое тело. Бой продолжается, Багри расстраивается из-за того, что судьба всего лишь уворачивается. Судьба боится, что на него нападут. Багри говорит ему доверять ему, и он так и делает. Им удается нанести последний удар, и судьба рад видеть, что его характеристики выросли еще больше. Навык восстановления здоровья также был добавлен, но сейчас он исчерпан. Затем жадность показывает, что с текущими характеристиками жадности он сможет получить доступ к первому уровню жадности, чтобы достичь другой формы. Все, что нужно сделать судьбе, это передать ему свои характеристики в качестве подношения. Благодаря своей новой форме жадность сможет наделить судьбу новыми функциями. Это звучит довольно круто, так что судьба хотел бы попробовать. Но он шокирован, когда жадность сообщает, что ему придется отдать ему все характеристики, которые он получил с момента их встречи. Судьба, конечно, колеблется, но жадность указывает на то, что в конце концов его зовут жадность. Судьба все еще колеблется, поэтому жадность показывает, что если он не откроет его, то потеряет право владеть им. Жадность указывает на то, что судьба может стать сильнее сама по себе, или же он может сделать сильнее его, чтобы они могли работать вместе. Судьба определяет, что у него нет особого выбора, и жадность – единственный партнер для него. Жадность говорит ему, что он не пожалеет об этом, и начинает процесс. Это грандиозное зрелище, и судьба чувствует, как силы покидают его. Когда процесс завершен, жадность обнаруживает, что его новая форма – волшебный лук. Какой-то тупой гоблин появляется в самый неподходящий для него момент, и жадность приказывает судьбе натянуть лук, так как волшебные стрелы появятся сами по себе. Это удивительный лук, потому что судьба может целиться куда угодно, и его стрела всегда попадет в цель. После этого судьба берет несколько ушей гоблинов и оставляет их на пороге церкви, и я уверен, что они будут рады найти их утром. Позже наш героический протагонист останавливает незваного гостя, но потрясен, обнаружив, что на самом деле это Рокси, одетая как крестьянка. Судьба задается вопросом, действительно ли она планирует отправиться в замок, как обычная никому неизвестная старушка, поэтому она решает рассказать ему секрет. Поскольку он уже видел ее, она собирается в город с секретной инспекцией. Рокси просит его никому не рассказывать и представляет, что сказала бы Хару, если бы узнала. Судьба обещает не говорить ни слова, поэтому она благодарит его, но у нее также есть блестящая идея пригласить его сопровождать ее в качестве эскорта. Судьба уже крестьянин, так что ему не нужна маскировка, и они отправляются в город. Судьба продолжает называть ее миледи, так что жадность должна напомнить ему остановиться, иначе люди заметят. Рокси тоже напоминает ему об этом, побуждая жадность сделать ехидное замечание. Судьба велит жадности заткнуться, но Рокси думает, что он обращался к ней, так что судьба просто меняет тему разговора. Рокси велит ему называть ее Лекси, и жадность не может удержаться от еще одного замечания, на этот раз о том, что она не смогла придумать более креативного имени. Судьба снова велит жадности заткнуться, заставляя невежественную Рокси извиниться перед судьбой за то, что она такая надоедливая. Судьба срочно объясняет, что это было просто недоразумение, и Рокси, пытаясь вести себя так, как будто она совсем недавно не отвергала нашего мальчика, говорит, что она была взволнована тем, что собирается заняться, поедем с ним в город. Саркастичный меч делает еще одно замечание, из-за которого судьба угрожает ему, но Рокси останавливает его, так как не хочет, чтобы кто-то так грубо обращался со своим оружием. Она понимает, что никогда толком не видела его меч, и судьба не решается показать ей его. Это действительно плохо, потому что у человека с таким никчемным навыком, как у него, обычно не бывает меча, и она может подумать, что это странно. Не говоря уже о том, насколько чудовищен его навык обжорства. Он помнит слова жадности, объясняющие, что как только он почувствует вкус душ, его уже не остановить. И что если он не накормит его, то потеряет контроль и начнет нападать на любого, кто встанет у него на пути. Судьба распорядилась так, что он не может позволить ей узнать о его навыке обжорства, но Баттерфингерс роняет меч, и Рокси рассматривает его поближе. Она, похоже, ничему не научилась, но говорит судьбе, что меч нуждается в некотором уходе. Рокси очень сильно напрягается, когда она предлагает позже отвезти его к личному кузнецу семьи Харт. Судьба велит жадности быть счастливой, так как ему предстоит привести все в порядок, но жадность молчит. Судьба задается вопросом, что же не так, но приходит в шок, когда его собственный меч приказывает ему заткнуться, пока он наслаждается моментом. Жадность говорит, что он все еще на небесах после того, как почувствовал запах Рокси, так что судьба решает, что ему, возможно, все-таки придется бросить жадность. Они наконец-то добрались до очень оживленного города. Рокси нашла немного винограда, и продавец объяснил, что он был собран на винограднике семьи Харт. Несмотря на то, что это ее виноградник, и она может есть только с него, она решает попробовать один из них. Фейт поражена вкусом, что побудило дерзкую Рокси похвастаться тем, как этот виноград выращивают дома. Торговец услышал об этом и буквально через несколько секунд после начала их миссии понял, что она уже раскрыла их тайну. Однако греческий язык подсказывает судьбе идею, и наш герой спасает положение, объясняя, что у Лекси есть родственница, которая там работает. Рокси впечатлена его сообразительностью, но жадность подсказывает судьбе, что он у него в долгу. Как раз в этот момент толпа приходит в волнение, так как приближаются несколько святых рыцарей. Толпа удивлена, увидев святого рыцаря на рынке, и подумайте о том, что подобные вещи начали происходить только после
после смерти сэра Мейсона. В самый неподходящий момент у судьбы начинает урчать в животе, что приводит святого рыцаря в ярость. Судьба не хочет устраивать переполох, поэтому он решает просто извиниться. Но для святого рыцаря его извинения недостаточно. У этого святого рыцаря серьезные проблемы, так как он по какой-то причине хочет поставить судьбу в неловкое положение. Он пытается наступить судьбе на пятки, но Рокси останавливает его. Святой рыцарь обращает свое внимание на крестьянскую девушку, но начинает узнавать ее. Толпа думает так же, как и он, и задается вопросом, действительно ли она леди Рокси. Жадности приходит в голову блестящая идея заставить судьбу притвориться, что они пара. Он объясняет, что если судьба станет по-настоящему навязчивой, никто не будет думать, что она леди Рокси. Наш мальчик потрясен, услышав такую смелую идею, но Рокси слышит, как он повторяет ее, и думает, что это гениально. Она хватает нашего героя, и они притворяются, что ссорятся из-за того, что он не съел приготовленный ею завтрак. Невероятно неловкое взаимодействие, похоже, делает свое дело, поскольку все слишком сильно сжимаются, чтобы что-то сказать, позволяя этим двоим уйти. Именно в этот момент судьба понимает, что он может слышать мысли Рокси, и она думает о том, что никогда раньше не обнималась с мальчиком. Она думает о том, как быстро бьется ее сердце, что приводит нашего мальчика в панику. Рокси решает, что им нужно двигаться дальше, и судьба начинает думать, что сопровождение леди Рокси может оказаться для него не по зубам. Несколько мгновений спустя Рокси подпитывает стереотип, объясняя, что она девочка, поэтому, конечно, ее заинтересовал бы абсурдно гигантский драгоценный камень. Там также есть руды, в которых могут содержаться драгоценные камни, а могут и не содержаться. Судьба использует идентификатор, чтобы обмануть и посмотреть, есть ли в нем драгоценный камень, но жадность подсказывает ему быть осторожным, так как торговцы ненавидят людей, которые могут использовать идентификатор. Очевидно, Рокси было наплевать на эти дурацкие руды, так как она просто искала больше драгоценных камней. Судьба удивлена, потому что в этот момент Рокси кажется обычной девушкой, а не святым рыцарем. Продавец предлагает им скидку, чтобы судьба мог купить что-нибудь для своей девочки, но он просто смущается, и Рокси решает, что ей все равно не нужны драгоценные камни. Рокси быстро переходит к вопросу, знает ли судьба каких-нибудь активных воинов, так как у нее есть к ним несколько вопросов. К счастью для них, они случайно слышат, как какие-то парни говорят обо всех мертвых гоблинах, которые были недавно найдены. Ходят слухи, что это сделал бродячий монстр. Проблема в том, что это не объясняет, каким образом сиротскому приюту в трущобах были подарены уши короля гоблинов. К несчастью для Рокси, у них больше нет никакой информации, поэтому она просит судьбу отвезти ее туда, где собрались воины. Судьба понимает, что именно в этом и заключается цель ее инспекции, и она рассказывает, что расследует странствующего монстра, который, как говорят, недавно появился в окрестностях Капитолия. Судьба не находит слов, так как на самом деле он и есть этот странствующий монстр, а жадность делает еще одно умное замечание Олега о том, как интересно все это выглядит. Вот это поворот событий. Судьба направляется в бар, в который он обычно ходил, где бармен даже не узнает его в первый раз. Бармен удивлен, увидев, что судьба все еще жив, но еще больше он поражен, узнав, что у него теперь есть девушка. Судьба беспокоится, что Рокси может обидеться на то, что люди называют ее его девушкой, а жадность указывает на то, что она может даже казнить судьбу за это. Я думаю, Рокси тоже была взволнована, так как она полностью разбила чашку, но бармен говорит, что это нормально, так как это происходит постоянно. Жадность говорит судьбе, что она, вероятно, чувствовала себя неловко рядом с ним, и это заставляет судьбу уничтожить и его чашку тоже. Жадность говорит, что это хорошо, так как это признак того, что он становится сильнее, а бармен говорит, что та чашка все равно была на последнем издыхании. Затем беззаботный бармен рассказывает о воине, который уничтожал трупы гоблинов. Этот воин отправился на охоту и нашел гору трупов гоблинов с целыми ушами. Рокси указывает, что если бы воин проделал всю эту работу, он бы просто не оставил вокруг кучу ценных трупов. И определяет, что это должно быть был монстр, который мигрировал из другого региона. Это плохо скажется на бизнесе, так как многие деловые поездки совершаются через равнины гоблинов. Если там бродит какое-то таинственное существо, люди не захотят туда ехать. Фейк впадает в депрессию, зная, что виноват он сам, но отвлекается, когда появляется его старый друг, которого пугает призрак судьбы. Старик раскрывает популярную теорию о том, что бродячий монстр – это лич. Это очень неприятно, и именно поэтому святые рыцари предпримут прямые действия, чтобы справиться с этим. Жадность обеспокоен известием о том, что святые рыцари вмешиваются в это дело, так как он только что истощил все характеристики судьбы, и судьба будет уничтожена ими. Старик хочет знать, почему девочка такая любопытная, но она недостаточно умна, чтобы придумать хороший ответ. Судьба тоже не может помочь, так как он слишком занят мыслями о том, как ужасно все обернется, если Рокси присоединится к охоте и увидит, как он занимается своим обжорством. Как раз в этот момент прибывают странствующие воины, требуя выпивки и приглашая Рокси присоединиться к ним, чтобы немного повеселиться. Наш мальчик начинает действовать, но Рокси показывает, что она легко справляется со своими делами. Воины считают, что только святой рыцарь может обладать такой силой, и Рокси в конце концов не отрицает этого. Бармен все это время знал, но глупые воины с удивлением осознают, что это Рокси из семьи Харт, одной из 5 семей, поддерживающих короля. Они рассыпаются в извинениях и даже готовы отдать ей все свои деньги.
Рокси, конечно же, отвергает это и выражает стыд, видя, что люди, которых святые рыцари поклялись защищать, относятся к ним как к объектам страха. Ее отец мечтал о мире, где святые рыцари и простые крестьяне могли бы смеяться вместе. Эту мечту она разделяет с ним. Они все начинают ладить, и Фейт думает, что пока ее мечты не сбудутся, он будет следовать за ней. Некоторое время спустя жадность начинает слишком сильно радоваться тому, что ее ремонтируют, но мы видим, что все получилось действительно хорошо, так как он чувствует себя совершенно новым мечом. Впоследствии Рокси объясняет, что она не знала об охоте, потому что ее ведет семья Валариков, и они просто не сообщили ей об этом. Именно в этот момент они оба слышат, что Хада причиняет кому-то боль. Валарики объяснили, что они просто берут потерявшегося ребенка под свою защиту. Судьба отпускает мальчика, так как для них это не выглядит защитой, и Рокси говорит Валарикам, что они позаботятся о мальчике. Однако она спрашивает Рафаэля, почему ей не сообщили об охоте на странствующего монстра. Он объясняет, что предполагал, что она будет слишком занята, оплакивая своего ушедшего отца, но она указывает, что с ней все в порядке. Валерики решают просто уйти, но придурок Хада говорит судьбе, что он должен продолжать вести себя как мусор, которым он и является. Судьба, однако, не отступает, так что Рафаэль должен сказать Хада, чтобы он бросил это. Они вдвоем отправляют мальчика на поиски его матери, и судьба вспоминает, как он однажды потерялся в детстве. Это было после смерти его отца, и он переехал в Капитолий. Он оглядывается назад и задается вопросом, что случилось со святым рыцарем, который заботился о нем тогда. Как раз в тот момент, когда кажется, что они не смогут найти мать мальчика, она появляется из ниоткуда. Судьба рада, но она поражена, увидев, насколько Рокси счастлива, что помогла мальчику. Симпсонша смотрит на нее слишком долго и предлагает им вернуться домой. Рокси напоминает ему, что если они попадут в беду, то будут делать это вместе, и он соглашается. Когда они вернутся, судьба надеется, что такие дни, как этот, будут длиться вечно, но он знает, что это просто невозможно. Он просит жадность найти способ охотиться на монстров так, чтобы Рокси об этом не узнала, и жадность может думать только об одном. Он предлагает магический предмет, искажающий восприятие. Затем он ведет судьбу в магазин, чтобы купить маску, которая заставит их выглядеть по-другому для любого, кто их увидит. Позже судьба отдает Рокси одно из весел, которое ей явно не понравилось. Он благодарит ее за то, что она дала ему работу, которая позволила ему найти друзей, которых он теперь считает семьей. Судьба извиняется за то, что не смогла подарить ей драгоценный камень, на который она так надеялась, но Рокси объясняет, что на самом деле она очень довольна тем, что он ей подарил. Эта могущественная женщина-зверь просто небрежно вскрывает вещь голыми руками. И судьба указывает, насколько полезен его навык идентификации, это потому, что внутри есть какой-то довольно блестящий материал. Рокси обещает хранить это в тайне и задается вопросом, что же она подарит судьбе взамен. Ее идеи — это годовой запас мяса или точильный камень для заточки меча, но судьба говорит, что ничего из этого не нужно. Однако Гри говорит ему заткнуться и принять этот точильный камень, так как о нем нужно заботиться. Это похоже на еще один счастливый конец, однако мы видим, что угрожающе выглядящий Рафаэль собрал других рыцарей, чтобы обсудить их поездку в Галлию. Некоторое время спустя группа искателей приключений потрясена, обнаружив, что Лич снова напал на них, поскольку все монстры в определенной области были уничтожены. Их шок быстро переходит в панический страх, когда эти бедные дураки понимают, что Лич, которого они теперь называют трупом, находится прямо перед ними. Они бегут сменить нижнее белье, а судьба думает о том, как сильно ему нравится его новое прозвище «Труп». Жадность задается вопросом, закончил ли он на сегодня, но это не так. Судьба объясняет, что он хочет поднять свои характеристики как можно выше, прежде чем за ним придут святые рыцари. На следующий день судьба выглядит так, будто он вот-вот потеряет сознание от стресса, вызванного его махинациями с двойной жизнью. Рокси прерывает его, когда он усердно работает, чтобы сказать, что у нее есть для него секретное задание. По дороге туда Рокси показывает ему землю своей семьи, и этот парень думает, что его большой секретной миссией будет сбор винограда. Она объясняет, что просто хотела показать ему их виноградник, потому что когда-то ему нравился виноград. Когда они прибывают в пункт назначения, Рокси беспокоится о здоровье своей матери, но она объясняет, что чувствует себя лучше, чем обычно. Рокси представляет нашего мальчика не как своего нового друга или парня, который только что купил ей самый дорогой подарок, а как слугу, которого она наняла. И она привел его, чтобы познакомить со всеми. Они здороваются друг с другом, и мы узнаем, что маму Рокси зовут Айша. Судьба рад видеть, что она на самом деле очень милая, но шокирован, когда она звонит ему, чтобы спросить, нравится ли ему ее дочь. Они оба не могут поверить, что она могла спросить об этом, но Айша ясно дает понять, что она имела в виду, нравится ли она ему как босс. Затем наш мальчик Фейт делает все возможное, заявляя, что он очень заботится о Рокси, и если бы ему позволили, он хотел бы служить ей. Она останется с ним до конца его жизни. Он говорит довольно грубые вещи в адрес той, кого Рокси только что назвала служанкой, так что Рокси убегает в свою комнату. Айша просит судьбу не волноваться, так как Рокси всегда убегала, когда что-то становилось некомфортным, как в этой очень-очень неловкой ситуации. Она объясняет, что Рокси всегда была плаксой и могла закатить истерику даже от одного взгляда на насекомое. Фэй отмечает, насколько это отличается от ее холодного властного поведения в столице, а Айша говорит, что до сих пор не может поверить, что ее маленькая девочка стала святым рыцарем. Айша беспокоится за нее, но судьба уверяет ее, что Рокси великий и святой рыцарь. Он говорит ей, что люди очень верят в нее, и она не может не гордиться. Затем мы видим Рокси в ее комнате с жуткой куклой, и она вспоминает своего отца. Он гордился тем, что она стала святым рыцарем,
и она сказала ему, что хочет быть таким же святым рыцарем, как он. Однако она понимает, что еще не выполнила своего обещания и со стыдом откладывает его фигурку, напечатанную в трехмерном формате. Некоторое время спустя мы узнаем, что главный секрет на самом деле заключался в сборе винограда, и судьба улучшает момент, чтобы отведать вкусного сока. Мужчина объясняет, что лорды лично помогали возделывать эту землю на протяжении нескольких поколений, и каждый житель поместья гордится тем, что приложил руку к созданию этого аромата. Судьба, похоже, не любит задавать щекотливые вопросы и спрашивает, относится ли это к ныне покойному сэру Мейсону. Мужчина указывает на то, что Рокси, должно быть, тяжело переживает его смерть, но он рад, что она приехала собирать виноград, как делает это каждый год. Мужчина объясняет, что она также занимается охотой, находясь там, так как сейчас время сбора большинства культур, и именно тогда появляются монстры по имени Кобальт, ищут еду. Он объясняет, что монстры приходят из определенной долины, но они останавливаются, чтобы посмеяться, когда у нашего мальчика урчит в животе. Судьба смеется со стороны, но знает, что происходит что-то опасное. Жадность объясняет, что после всех этих гоблинов он не удивлен, поскольку навык прожорливости судьбы жаждет разных душ. После этого Рокси отправляет судьбу домой раньше нее, так как ей нужно кое-что сделать. Однако по дороге домой судьба видит девушку с очень опасным на вид оружием. Эта девушка останавливает его, и судьба потрясен, увидев, что у нее такие же глаза, как у него. Он пытается проверить ее статистику, но у него ничего не получается. Девочка внимательно смотрит на него и, как ни странно, просто говорит, что, похоже, она пришла слишком рано. Судьба пытается понять, о чем, черт возьми, говорит эта случайная цыпочка, но она просто говорит ему, что изначально пришла за кобальдами, но теперь он может их забрать. Она заявляет, что он у нее в долгу, и обещает, что они еще встретятся. Жадность говорит, что понятия не имеет, кто это был, но судьба ему не верит. Судьба указывает на то, что жадность всегда говорит что-то, даже не спрашивая его, но по какой-то странной причине жадность сейчас ведет себя ужасно тихо. Жадность говорит, что он не лжет, и объясняет, что есть некоторые вещи, о которых даже он при всем своем величии не знает. Появляется Рокси и удивляется, узнав, что беловолосая девушка – это Галеон. Судьба указывает на то, что Галия была уничтожена. Затем мы получаем небольшой урок истории, когда профессор Рокси объясняет, что 4000 лет назад Галия была великой военной державой. Но из-за нашествия монстров ее нация распалась, и большинство ее жителей погибло. Эта девочка явно выжила, и Рокси поражена, так как никогда раньше не видела такого полнокровного Галеона. Они вдвоем отправляются домой, и судьба задается вопросом, справится ли Рокси с охотой на монстров в одиночку. Рокси объясняет чрезмерно обеспокоенному Симпу, что она не будет одна, так как с ней будут воины, которые там работают. Кроме того, она святой рыцарь, поэтому она уверена, что все будет хорошо. Но виноград падает с ее пальцев, и они оба от души смеются. На следующий день фермеры узнают, что монстры отлично провели время на винограднике. Несколько мгновений спустя мы наблюдаем, как все прячутся и готовятся отомстить Кобальту. Однако все они потрясены появлением неизвестного монстра. Судьба скорее голодна, чем шокирована, и жадность подсказывает, что у судьбы должно быть текут слюнки. Хотя слюнки текут при одном только виде монстра, это большая проблема, так как это означает, что время на исходе. Судьба понимает, что он почти умирает от голода и впадает в панику, так как не может позволить Рокси увидеть его таким. Он проверяет статистику монстра и обнаруживает, что у него невероятный 50 уровень, и он называется приносящий скорбь. Это еще и коронованный зверь, который является могущественным монстром, рожденным в результате накопленной агрессии в течение длительного периода времени. Жадность говорит, что это совсем не похоже на обычных монстров, и это действительно плохие новости. Они возвращаются в деревню, где все в панике, так как уверены, что у них нет шансов против монстра. Однако Рокси демонстрирует свои ораторские способности, успокаивая всех, уверяя, что она убьет могущественного зверя. Она говорит воинам готовиться к битве, но жадность подсказывает судьбе, что у них нет ни единого шанса. Рокси говорят, что воинам нужно время, чтобы подготовиться, поэтому они решают подождать до завтрашнего дня, чтобы сразиться. Жадность хочет знать, в чем заключается план, а судьба думает о том, что монстр 50 уровня – это слишком много для него на данный момент. Однако он не может игнорировать людей, которые нуждаются в его помощи, и не может игнорировать то, что происходит на земле сердца. Что еще более важно, он не может позволить Рокси умереть, и он говорит жадности готовиться к битве. Позже той же ночью судьба отправляется в лес, и жадность насмехается над ним за то, что он всегда играет в героя. Они наблюдают, как вокруг разгуливают монстры, и жадность объясняет, что вокруг коронованного зверя есть несколько воинов-кобольдов. Жадность спрашивает судьбу, каков ее план, и она просто отвечает, что будет сражаться как обжора. Он превращает жадность в свой лук и начинает убивать монстров. Глупые монстры понятия не имеют, что происходит, и мы видим, что навык обжорства судьбы активируется после каждого уничтожения. Судьба выпускает стрелу в коронного зверя, а эта сумасшедшая тварь использует одного из своих солдат в качестве щита. Судьба возвращается к своему мечу и использует его, чтобы сократить разрыв, убив нескольких монстров. Его навык обжорства активировался много раз, и он видит, что его характеристики значительно возросли. Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить его, поэтому он снова берет лук и выпускает стрелу. Он уверенно заявляет, что это положит конец битве, но он ошибается, и коронный зверь хватает его стрелу. Жадность определяет, что судьбе просто придется сразиться с ним в ближнем бою, но они шокированы, когда коронный зверь готовит ход под названием «Губительный удар». Жадность объясняет, что он может пробивать броню, раздроблять
раздроблять кости и размалывать органы. Они отступают, когда им приходится уклоняться от другой атаки, но все равно попадают под ударную волну. Атака отправляет судьбу в реку, где жадность отчаянно призывает его проснуться. Кобальтовый солдат готовится к финальной атаке, но ему отрубают руки, и мы обнаруживаем, что судьба просто притворялась без сознания. Судьба сражается с другим кобальтом, но легко побеждает его, снова активируя свой навык обжорства. Жадность объясняет, что теперь судьба сможет использовать свое скрытое искусство первого уровня. Это отнимет у судьбы 10% его текущих характеристик, но позволит ему быстро закончить бой. Судьба соглашается с этим, и трансформация лука жадности получает огромный апгрейд. Судьба делает мощный выстрел, и коронный зверь пытается противостоять ему, но это безнадежно, и он побежден. Судьба думает, что выстрел, возможно, был немного излишним, и его навык обжорства активируется еще раз. Однако судьба испытывает мучительную боль. Он не может понять почему, и жадность объясняет это тем, что он перегрузился, поглотив душу более высокого качества в первый раз. Жадность отчаянно советует ему сдержаться, потому что если он этого не сделает, это будет еще хуже, чем его голодное состояние. Судьба делает все возможное, чтобы бороться с этим, но боль невыносима. На следующий день прибывают воины, чтобы обнаружить последствия резни и задаться вопросом, не было ли это сделано волшебными стрелами. Рокси тоже там, и она задается вопросом, кто мог нанести такой огромный ущерб. На следующий день мы видим, что с судьбой все в порядке, когда Рокси рассказывает своей матери о том, что они видели. Рокси вспоминает, что на днях она видела девочку Галию и думает, что, возможно, именно она уничтожила монстров. Судьба вздыхает с облегчением, радуясь, что он не является подозреваемым. Рокси готова вернуться в Капитолий, а ее мать думает о том, какой счастливой выглядит Рокси, когда разговаривает с судьбой. Позже Айша просит судьбу остаться рядом с ее дочерью, чтобы поддержать ее, но мы уже знаем, что судьба простофиля, и он все равно собирался это сделать. Она объясняет, что ей не нужно, чтобы он становился святым рыцарем или чем-то еще, потому что самое ценное в нем – это то, что он его желание помочь Рокси. Затем она как бы оскорбляет судьбу, сравнивая себя с ним. Она говорит, что у нее никогда не было никаких навыков, о которых можно было бы говорить, но она все равно смогла поддержать своего мужа. У нее осталось не так много времени, поэтому она хочет, чтобы судьба поддержала Рокси вместо нее, и она говорит ему не торопиться и подумать об этом, что он и делает. По дороге домой он думает о том, достоин ли он чего-то подобного, раз он скрывает такой большой секрет от всего мира. В ту ночь Фэй была потрясена, увидев, что его глаз все еще красный, и он чувствует неконтролируемый голод, хотя только что убил кучу гоблинов. Жадность объясняет, что гоблины больше не смогут утолить его чудовищный голод, но Фэй указывает, что вокруг нет более сильных монстров. У него уходит время на то, чтобы найти что-то, что утолит его растущий голод, поэтому жадность подсказывает ему, что ему нужно решить, что делать дальше. Некоторое время спустя судьба сидит в баре, пряча свой покрасневший глаз, и он решает, что недостоин стоять рядом с Рокси. Входит старик-сплетник и рассказывает о том, что Хада собирается присоединиться к охоте, и судьба потрясена, услышав это. Ясно, что Хада ненавидит, так как старик хочет, чтобы его отправили в Галию, а не на съедение чудовищем. Бармен говорит, что такие люди, как Хада, обычно остаются там, где безопаснее всего, и какой-нибудь другой бедолага в конечном итоге попадет в экспедицию на Галию. Это шокирует судьбу, так как он не может поверить, что они уже планируют еще одну экспедицию так скоро после смерти мистера Мейсона. Остальные тоже расстроены из-за этого, и старик просто надеется, что худший сценарий не сбудется. К сожалению, он действительно сбывается, поскольку мы видим, что святые рыцари собрались и выбирают замену Хада для экспедиции в Галию. Позже в Капитолии Рокси шокирующе сообщает своему отцу, что ее назначили в экспедицию в Галию. Однако судьба приходит и умоляет ее не ехать. Если она уедет сейчас, то может никогда не вернуться. Но уже слишком поздно Рокси решила уехать, и он ничего не может с этим поделать. Судьба может только смотреть, как она уходит, и думать о том, что еще сказал старик. Он сказал, что семья Харт является помехой для валириков и других святых рыцарей. Ходят слухи, что именно они организовали экспедицию в Галию. Затем мы видим, что валирики празднуют победу, поскольку скоро избавятся от этой неприятности. Двое других братьев и сестер оставляют все остальное Хада, так как они вдвоем отправляются в место под названием Тенберн. Хадо хочет, чтобы Рафаэль рассказал ему о своем большом секрете, связанном с бессмертием. Однако Рафаэль просто говорит ему, что рассчитывает, что Хадо справится с Личом. В ту ночь Фейт думает о том, что он не может отменить официальные приказы и не может остановить Рокси. Однако он не позволит святым рыцарям обращаться с людьми как с мусором и причинять еще больше страданий. Затем мы с ужасом видим, что судьба решила, как он хочет утолить свой голод, пока он ждал Хадо. Хадо был рад наконец-то встретиться с трупом, и судьба повернулась к нему своим горящим красным глазом. Хадо приказал своим очень энергичным людям атаковать первого, но судьба настолько сильнее, чем они есть сейчас, что даже не похоже, что они движутся к нему. Затем судьба полностью уничтожает этих бездельников, на что Хадо может только смотреть в шоке. Судьба обращается к остаткам с убийственным намерением, и остальные члены группы Хадо спасаются бегством. Хадо явно напуган, но все еще ведет большую игру, заявляя, что не позволит трупу выставить себя дураком. Он называет трупа монстром и клянется, что то, что он сделал, не сойдет ему с рук. Затем судьба неожиданно снимает с него маску, чтобы показать его настоящую личность, и Хадо ошеломлен, удивляясь, как такой мусор, как
как он, может быть таким могущественным. У судьбы нет причин объяснять что-либо, и Хада делает все возможное, чтобы не жениться на себе. Хада немного успокаивается, чтобы напомнить судьбе, что он второй сын семьи Валариков, великий святой рыцарь Хада Валарик. К несчастью для него, судьба уже не тот парень, над которым он раньше издевался, и судьба велит Хада показать ему свои способности святого рыцаря, которыми он так гордится. Судьба проверяет его статистику и объясняет, что Хада владеет техникой святого меча, особым навыком, необходимым для того, чтобы стать святым рыцарем. Судьба задается вопросом, как такой человек, как Хада, получил это, и спрашивает жадность, сможет ли он разбить святой меч вдребезги. Жадность уверен, что он намного лучше, чем мусорный меч Хада, и говорит нашему мальчику размахивать им сколько душе угодно. Глупый Хада ни с того ни с сего снова обретает уверенность в себе, называя судьбу тупицей за то, что она оказалась в зоне досягаемости его меча. Он использует мощную атаку, но совершенно ошеломлен, когда судьба оказывается у него за спиной. Хада отчаянно пытается атаковать судьбу, но наш мальчик просто разрезает его меч пополам, как масло. Хада не может поверить, что его священный меч был так легко уничтожен, и судьба возвращает ему вторую часть. Теперь наш мальчик абсолютная сила по сравнению с тем слабаком, которым он был раньше, и теперь он тот, кто говорит Хада поднять что-нибудь с земли. Хада совершенно не находит слов, так как я уверен, что он запятнал себя, и судьба напоминает ему, что он святой рыцарь, так что он не должен так сильно хотеть сбежать. Хада спотыкается от страха, поэтому судьба называет его жалким и заставляет подняться. Судьба планирует преподать Хада урок и напоминает ему о том, как Хада однажды сказал ему, что непокорным собакам нужна строгая дисциплина. Испуганный Хада знает, что его ждет, и умоляет судьбу остановиться. Судьба просто игнорирует его и прижимает лицом к склону горы. Судьба гоняет этого чувака по лесу, оставляя Хада почти неузнаваемым, и Хада умоляет его остановиться. Судьба не может поверить, что этот парень может молить о пощаде, ведь он обращается с людьми как с насекомыми. Если бы этого было недостаточно, драгоценная Рокси судьбы оказалась бы в опасности из-за таких подонков, как он. Хада предпринимает еще одну отчаянную попытку умолить его остановиться, но наш мальчик в этот момент вне себя от злости и подбрасывает своего чувака высоко в воздух. Судьба снова меняет его характеристики, так что он может превратиться в большой лук и нанести сокрушительный удар. Никогда еще не было так очевидно, насколько безумно силен Рок, ведь его атака оставила этого великого святого рыцаря бесконечностей. Хада недоумевает, почему судьба вообще оставила его в живых, и теперь умоляет его просто покончить с собой. У судьбы есть первый вопрос, и Хада уже знает, что он хочет узнать о Рокси. Он рассказывает, что Роксли на самом деле вызвался отправиться в экспедицию на Галлию. Она сказала, что если ее жизнь может спасти хотя бы одного гражданина королевства, то это того стоит. Я думаю, Хада все обдумал и решил, что жизнь бесконечности не так уж плоха, потому что теперь он молит судьбу сохранить ему жизнь. Он обещает отменить экспедицию Рокси на Галлию и просит судьбу не делать глупостей. Судьба готовится покончить с его жизнью, и Хита выбирает самое худшее, что можно сказать, когда он говорит судьбе, что мстить ради Рокси было бы большой ошибкой. Судьба велит ему заткнуться и заявляет, что он делает это ради себя. Он вонзает свой клинок прямо в грудь Хаду и говорит, что это его месть. Теперь, когда Хада мертв, активируется навык обжорства судьбы, и он получает навык техника священного меча. Жадность указывает, что технически это теперь делает судьбу святым рыцарем, но судьба знает, что столица никогда бы этого не приняла. И сердито заявляет, что он все равно хотел бы им стать. Жадность объясняет, что судьба может получить доступ к его второму уровню, так что судьба соглашается, потому что мысль о том, что характеристики Хада находятся внутри него, вызывает у него тошноту. Жадность снова трансформируется и показывает, что он не может стать великим косой. Это не просто выглядит круто. Проклятие, заключенное в лезвии, может разрезать что угодно. Это здорово и все такое, но наш Симпат хотел бы, чтобы это сократило поездку Рокси в Галлию. Эльза, Рокси готовится к экспедиции и надевает на шею драгоценный камень, подаренный ей судьбой. Судьба ничего не может поделать с ее уходом и может только наблюдать за происходящим вместе с второстепенными персонажами. Рокси пытается убедить всех не быть такими грустными и объясняет, что 3 года пролетят очень быстро. Рокси отправляется навстречу судьбе, где он пытается рассказать ей о своих чувствах. Однако он останавливается, когда напоминает себе, что он монстр и не подходит ей. Рокси знает, что они еще увидятся, и они прощаются. После этого Харл отдает судьбе рекомендательное письмо, которое Рокси оставила ему. Пока судьба работает на манер лорда, Валерики не смогут причинить ему вреда. Судьба понимает, что Рокси беспокоилась о нем до самого конца, но он решает, что откажется от письма. Конечно же, Хару шокирован, поэтому судьба объясняет, что отныне он собирается стать воином. Этой ночью мы узнаем правду. Судьба говорит жадности, что если он не сможет помешать леди Рокси отправиться к Галлии, то по крайней мере поддержит ее. Судьба начинает свое путешествие к Галлии, и мы видим, что девушка наблюдает за ним и говорит, что все складывается хорошо. Некоторое время спустя Рокси произносит речь перед всеми солдатами, присоединяющимися к экспедиции. Она заявляет, что им всем нужно будет сделать все возможное, чтобы уничтожить божественного дракона, который пробудился после тысячелетнего молчания. После этого Рокси рада видеть, что к ним присоединятся девушка по имени Мирия и парень по имени Муган. Мария указывает на то, что этот парень просто
просто еще один безрассудный чудак, который ищет шанс испытать свои силы против дракона. Этот мускулистый парень не может этого отрицать, и Рокси успокаивает его. Муген объясняет, что на самом деле он вызвался добровольцем из-за отца Рокси и просто хочет отомстить за него. Рокси задается вопросом, не возражает ли его семья против его поездки в Галлию, но он объясняет, что его дочери по имени Рейн было все равно, и она просто хотела, чтобы он привез какие-нибудь галлийские реликвии. Эти двое снова начинают припираться, и Рокси от души смеется над тем, как они становятся друзьями. В другом месте мы узнаем, что дочь Мугена Рейн – исследователь, и она находится в лаборатории, заполненной частями тел гоблинов. Ей говорят, что некоторые из них появились в результате атак лича по имени Труп, и указывают на то, что раны от стрел совсем необычные. Она обнаруживает, что это волшебные стрелы черного меча, одного из орудий смертного греха. Оружие смертного греха изготовлено из материала, который позволяет манипулировать магической силой на высоком уровне. Об этом оружии известно немного, но Рейн уверен, что если бы оно могло контролировать магическую силу, то расширило бы спектр возможностей для навыков. Тот, кто владеет этим оружием, может быть чрезвычайно опасен, но ей бы очень хотелось увидеть одно из этих орудий. Судьба прибывает в Титру, центр судоходства, направляющийся в королевскую столицу, город торговцев, где собраны лучшие товары юга. Жадность удивлен, узнав, что Судьба бывала там раньше. Судьба просто говорит, что он просто проходил мимо, но ее память показывает, что в него попали камни. Затем Судьбе сообщают, что карета отправится в Галлию только на следующий день, и уходя, Жадность отпускает еще одно из своих умных замечаний Олега о Рокси. Судьба велит ему заткнуться, и ему приходится извиняться перед разносчиком, когда он думает, что тот с ним разговаривал. Судьба решает пойти поесть мясо, и мы видим, что какой-то парень просит группу воинов о помощи. Денег, которые он предлагает за их помощь, недостаточно, поэтому эти придурки издеваются над бедным парнем. Судьба приходит, чтобы с легкостью вытереть пол с этими парнями, и, посмеиваясь, приветствует своего старого друга Сета. Взгляд в прошлое показывает, что Судьба когда-то жил там, и его постоянное урчание в животе всегда приводило к тому, что его избивали. Мы также видим, что Судьба была очень близка с его отцом, который был воином. Однако отец Судьбы в конце концов умер. Другие жители деревни отметили, что отец Судьбы по имени Дин владел техникой владения копьем, поэтому деревенский староста держал его при себе. Однако умение Судьбы было бесполезным, поэтому никто не хотел заботиться о нем. Эти бессердечные ублюдки решили, что будет лучше всего просто выгнать его из деревни, обозвав никчемным мусором. Они и не подозревали, что обращение с ребенком как с мусором всего через несколько мгновений после смерти его отца было бы идеальной историей происхождения злодея. К счастью для Сета, Судьба не злодейка, поскольку теперь именно к ней он должен обратиться, чтобы помочь своей деревне. Судьба явно не тронута слезами этого парня и объясняет, что Сет – сын деревенского старосты, который его изгнал. Встречающий делает все возможное, чтобы помочь Судьбе, но только потому, что его навык обжорства нуждается в подпитке, а монстры, нападающие на деревню парня, были бы идеальны. Судьба соглашается помочь и думает о том, что несмотря на то, что он все еще обижен на людей, у него все еще есть воспоминания о своем отце там. Они прибывают в деревню, но деревенский староста разочарован, увидев, что его сын вернул бесполезного слабака, которого он изгнал. Сет пытается поручиться за силу Судьбы, увидев, как он легко победил воинов, но вождь не хочет этого слышать и решает, что им просто придется, чтобы на следующий день найти воинов. Слуги вождя говорят, что из близлежащего леса доносились крики. Монстры приближаются, и у них осталось не так много времени, поэтому вождь решает, что они просто пожертвуют судьбой, чтобы выиграть немного времени. Судьбе явно надоели оскорбления этого дурака, но Сет умоляет его успокоиться. В доме Сета Судьба узнает, что жена Сета погибла от рук монстров. Сет сожалеет о том, что рос, думая, что его отец всегда был прав, и объясняет, что он начал действовать самостоятельно только тогда, когда родилась его дочь. Затем Сет объясняет, что монстры первого появились около месяца назад. Свидетели говорят, что их было больше, чем один, и они, по-видимому, могут летать. Они совсем не похожи на монстров, с которыми деревне приходилось сталкиваться раньше, поэтому они решили нанять несколько воинов. Как раз в этот момент у Фейта громко заурчало в животе, и Сет отправился за едой. Фейт спрашивает Джадину, имеет ли он хоть какое-то представление о том, с чем они имеют дело, и он предполагает, что это, скорее всего, горгульи. Они довольно сообразительны, поэтому начинают с пробных атак, чтобы посмотреть, как отреагируют люди. И когда наступает подходящий момент, вся стая атакует роем. Дочь Сета представляется и дает Фейту конфету, чтобы успокоить его желудок. Они решают немного поиграть, и эта девочка показывает, что она может стать финальным боссом, поскольку легко побеждает своего мальчика в армрестлинге. Затем Судьба начинает есть принесенный ему набор продуктов, но испытывает шок, когда внезапно чувствует усталость и падает в обморок. Сет тоже удивлен, и маленькая девочка объясняет, что она только что дала ему конфету, которую ей подарил дедушка. Этот глупый маленький ребенок понятия не имеет, что она только что сделала, и Сет начинает понимать, что его отец действительно серьезно относился к тому, чтобы пожертвовать судьбой. Жадность использует всю эту информацию, чтобы сделать вывод, что Кэнди была отравлена, и Сет пытается разбудить Судьбу. Но на это нет времени, так как он слышит крики неподалеку и обнаруживает, что монстры добрались до деревни. Монстры не теряют времени даром и немедленно начинают терроризировать деревню, в то время как Жадность пытается разбудить Судьбу. Он сразу же сдается, когда понимает, что это бесполезно, потому что Судьба была одурманена наркотиками. Деревня быстро разваливается на куски, и мы видим, как отец Сета бежит по улицам. Он взывает к Судьбе, но только для того, чтобы они могли
могли использовать его в качестве жертвы, и в итоге он встречает свою собственную судьбу, когда его съедает монстр. К счастью, Сету удается приготовить противоядие и пробудить судьбу. Судьба понятия не имеет, где он вообще находится, но Сет посвящает его в подробности и извиняется за действия своего глупого отца. Судьба выходит на улицу и видит кошмарную сцену с монстрами, сеющими повсюду хаос. На них нападают, и жадность указывает, что им придется по-настоящему нелегко, если монстры будут продолжать стрелять в них сверху. Быстрая проверка их характеристик показывает, что они достигли 27 уровня с огненным шаром в качестве навыка. Жадность уверен, что при нынешнем положении вещей у них нет шансов, поэтому он просит судьбу превратить его в косу. Судьба именно так и поступает и мгновенно использует ее для создания огненного шара. Он удивляется, когда думает, что коса не сработала, но жадность объясняет, что она действительно уничтожила магию. Но огонь, который она вызывает, это совершенно отдельная проблема. Монстры, похоже, осознают это, так как жадность объясняет, что они собираются покрыть территорию огнем, вместо того, чтобы просто атаковать судьбу напрямую. Судьба не хочет, чтобы к ней относились легкомысленно, и использует невероятную атаку, которая разрубает каждого дракона одним ударом. Его навык обжорства активирован, и он получает навык огненный шар. К сожалению, битва еще не закончена, так как лидер монстров остается. Этот гигантский бегемот 47 уровня, и его навыки огненный шар и огнеупорность. Жадность, как никогда полезная, указывает на то, что гигантский монстр собирается приблизиться к нему, чтобы поразить его своим огненным шаром. И это будет его лучшим шансом уничтожить его. Судьба услышала его громко и отчетливо, когда зверь приблизился, так что судьба разрубила его прямо посередине. Еще одна победа означает, что его навык обжорства активируется снова, повышая его уровень и давая ему навык огнестойкости. На следующее утро Сет с грустью сообщает, что большинство жителей деревни погибли, включая его отца, так что с деревней покончено. Как будто этот парень был недостаточно подавлен, судьба поддерживает его и указывает, что почва там больше нездоровая, и они никогда больше не смогут там ничего выращивать. Сет поражен тем, что судьба может использовать этот навык идентификации, и недоумевает, почему судьба рискует своей жизнью воина, когда он мог бы легко зарабатывать на жизнь, используя свой навык идентификации. Судьба думает о том, что его навык обжорства противоречит божественному закону, и отвечает, что у него нет другого выбора, кроме как сражаться. Сет затем шокирующе приказывает судьбе ударить его прямо в лицо, потому что он мазохист и хочет заплатить за то, что сделал. Конечно, судьба шокирована, но жадность побуждает судьбу позволить парню получить это, так как ему это действительно нужно, чтобы чувствовать себя лучше. Сет на самом деле очень удивлен, когда судьба даже не колеблется. Он велит парню стиснуть зубы и бьет его прямо в лицо. Сет благодарит его за то, что он все исправил, и они прощаются. Судьба направляется домой, чтобы повидаться со своим отцом, который отправился за молоком на небеса. Он думает о том, как плохо было в этой деревне, и ему будет неприятно видеть, как она исчезает. Но воспоминания об отце навсегда останутся с ним. Поэтому он говорит своим папам, что отныне с ним все будет хорошо. В другом месте Рокси сообщают, что они приближаются к месту под названием Ланчестер, и ее предупреждают о лорде Ланчестере. Бесполезный Муген больше ничего не объясняет и просто говорит ей, что она узнает, когда они доберутся туда. Некоторое время спустя мы узнаем, что судьбе платят 3 золотые монеты за то, чтобы она охраняла какого-то парня в его фургоне. Этот парень беспокоится, что судьба, возможно, не очень хороший боец, особенно после того, как он застал нашего мальчика почти засыпающим. Но судьба объясняет, что хотя он и не выглядит так, как надо, он может драться довольно прилично. Скоро это может быть проверено, когда группа людей остановит экипаж, чтобы объяснить, что дорога закрыта. Эти придурки советуют человеку оставить все ценное позади, если он хочет жить, но судьба открывает себя. Жадность весело указывает на то, что судьбе следовало попросить больше денег, а судьба указывает на то, что его жадный меч, несомненно, оправдывает свое имя. Возница, похоже, сошел с ума, когда умоляет судьбу спасти его, так как у него есть жена и дети, и ему нужно привезти все необходимое. Молоко дома. Бандиты расценивают это как признак слабости и готовятся к грабежу, но случайная атака заставляет их взлететь высоко в небо. Жадность говорит, что он знает только одного человека, который мог бы осуществить такую мощную атаку, и мы видим, что это та девушка, с которой мы познакомились на днях. Она говорит судьбе, что он должен ей за кобальт, который она ему дала, и спрашивает, могут ли они подвести ее. Эта девочка заканчивает тем, что опрокидывает весь вагон, как только наступает на него, и она должна приказать своему безумно тяжелому оружию под названием ленивец вернуться в нормальное состояние. Девочка, к своему удивлению, знает, что у судьбы есть навык обжорства, поскольку она называет его судьба обжорства, и она показывает, что знает. Потому что у нее есть навык обжорства. Навык смертного греха тоже есть. Она удивлена, что судьба не знает о навыках смертного греха, а жадность начинает небрежно насвистывать, когда она говорит, что жадность должен был сказать ему об этом. Она представляется как Майн гнева, и в животе у нее начинает урчать точно так же, как у судьбы. Майн съедает большую часть вяленого мяса судьбы, так что ему приходится умолять ее остановиться, как только они прибывают на место. В городе парень спасает девушку от какого-то ужасного зверя и представляется Рудольфом, лордом Ланчестера. Водитель указывает на то, что, похоже, Рудольф готовится приветствовать экспедицию в Галлию, и судьба потрясена, так как это означает, что Рокси приедет. У жадности вырывается смех, когда он рассказывает, как судьба отчаянно гналась за ней, а он в итоге проехал мимо нее. Водитель платит, но Мой забирает деньги, указывая
указывая на то, что именно она спасла его. Мальчики решают сначала найти место для ночлега, но Мо измотан и засыпает прямо там. В итоге судьбе приходится нести ее на руках, а жадность объясняет, что она не очень-то любит скорбеть. Судьба удивляется, откуда жадность так много о ней знает, но жадность снова притворяется безмолвным мечом и полностью замолкает. Люди в этом городе, по-видимому, довольно милые, поскольку некоторые случайные парни приветствуют судьбу, но он замечает странную отметину у них на затылке. Затем судьбе говорят, что он не может войти в часть города, если он не является гражданином, и он замечает, что у охранников есть другая отметина, чем у него. Остальные. У некоторых других людей тоже есть другие метки. Сарит предполагает, что это, скорее всего, представители разных социальных классов. Люди, похоже, даже не возражают. Сарит считает, что горожане, должно быть, действительно любят Рудольфа. В другом месте мы видим, что Рудольф довольно безжалостен, когда наказывает пару человек за то, что они ведут себя не так, как ему хочется. Весь смысл их вежливого поведения в том, чтобы продемонстрировать превосходство семьи Ланчестер над семьей Харт. Этот парень не в своем уме, когда режет одного из этих людей на куски, а другого наказывает за то, что он убежал во время охоты на монстров. Охранники понимают, что он совершил 2 казни в один и тот же день, поэтому его поведение становится все хуже. Наша группа находит место для ночлега, и жадность наконец раскрывает, что моя старая знакомая, с которой он постоянно сталкивается, и то же самое касается ее оружейной лени. Лень – это такое же оружие, как и жадность, оружие смертного греха. Жадность думает, что судьба готова, поэтому он объясняет, в чем заключаются навыки смертного греха. Это гордыня, зависть, похоть, лень, жадность, гнев и обжорство. Эти навыки появились благодаря пренебрежению законами, установленными божественным началом. Вот почему их называют навыками смертного греха и оружием смертного греха. Среди них чревоугодие является особенно греховным, поскольку потенциально может нарушить границы божественной системы прокачки. Судьба думает о том, что как только чревоугодник попробует души, его уже не остановить, и это его наказание. Жадность указывает на то, что всем им так или иначе приходится расплачиваться, и то же самое касается и меня. Судьба до сих пор не может понять, почему именно ему достался этот навык. Над ним всегда насмехались, выставляли дураком из-за бесполезного навыка, который только заставляет его постоянно испытывать голод. И как раз в тот момент, когда он подумал, что обрел некоторую силу, оказалось, что ему нужно продолжать убивать, чтобы выжить. Фейк расстраивается, задаваясь вопросом, что хорошего в такой силе, но больше всего ему хочется успокоиться. Эмоциональное расстройство никогда не бывает хорошим, но оно может дорого обойтись судьбе. Это происходит потому, что если разум судьбы не силен, то чревоугодие мгновенно возьмет верх. По этой причине судьбе нужно стать достаточно сильной, чтобы сопротивляться. Жадность показывает, что хитрость заключается в том, чтобы поддерживать состояние, близкое к голоданию, поэтому судьба сразу же хочет попрактиковаться. Чтобы сделать это, они выходят на улицу. Ригрид говорит ему, что нельзя утолять чревоугодие сразу, а цель состоит в том, чтобы насытиться медленно. На этот раз они охотятся в образе песочного человека, так что прежде чем выпустить стрелу, Грид просит судьбу сотворить заклинание огненного шара. Эта стрела наносит невероятный урон, так как гигантский монстр мгновенно испаряется. Навык прожорливости судьбы поглощает душу монстра, но как всегда он начинает отчаянно желать большего. Появляется все больше песчаных людей, из-за чего голод судьбы возрастает настолько, что причиняет ему физическую боль, но жадность напоминает ему, что нужно держаться. Судьба с трудом сдерживает желание поглотить еще больше душ, и он понимает, что впереди у него долгая ночь. Вернувшись в гостиницу, мой друг просыпается от голода и находит плакат, на котором написано, что тот, кто победит песчаного голема, будет вознагражден. Таинственный человек объясняет, что даже сэр Рудольф не может убить песчаного голема, но если он не будет побежден, его ждет только смерть. Там снаружи судьба уничтожает еще одного песочного человека, но он научился контролировать голод между душами. Хотя это нелегко, поскольку он сравнивает это с тем, как выпивать только 1 глоток воды за раз в пустыне. Они закончили тренироваться на ночь, так что пришло время наконец утолить жажду. Время выбрано идеально, так как судьба учуяла поблизости запах коронованного зверя, и это станет прекрасным основным блюдом на ночь. Мы видим, что его главным блюдом является песчаный голем, и он нападает на некоторых людей. Судьба прибывает, чтобы забрать зверя себе, но люди явно не знают, с кем они разговаривают, поскольку они говорят ему, что он не сможет победить это существо в одиночку. Жадность задается вопросом, не разыгрывает ли судьба героя снова, но наш мальчик говорит, что это не так, и он просто получает удовольствие. Эта гигантская песчаная тварь имеет безумный 60 уровень и демонстрирует мощную атаку, но судьба парирует ее своей огненной стрелой. Стрела попадает в цель, но судьба отбрасывает ее назад, и эта тварь использует атаку песчаной бури. Все знающая жадность предупреждает, что как только она притянет судьбу к себе, она раздавит его камнями. Значит, судьба распорядилась так, что ему придется просто прорваться сквозь монстра и его чары. Для этого он превращает жадность в косу и готовится покончить с монстром. Однако ядро монстра уходит в песок, так что судьба переключается на большой лук. Жадность объясняет, что на этот раз ему понадобится 20% характеристик судьбы, чтобы добраться до сути, так что судьба соглашается и вдобавок ко всему добавляет немного огня. Эта новая атака настолько мощна, что не только разрушает ядро, но и вырывается наружу,
а навык обжорства судьбы блокирует атаку песчаной бури. Люди, которых он спас, поражены ее эффективностью, поскольку они никогда не видели никого с такой силой, но отмечают, что судьба немного подозрительный вид. Они представляются друг другу, и судьба просто использует данное ему прозвище, чтобы представиться как труп. Группа удивлена, увидев, что у судьбы почти нет никакого снаряжения, поэтому он спрашивает жадность, не нужно ли ему что-нибудь купить. Жадность указывает, что судьбе это совсем не нужно. У него есть способность красть навыки противника и увеличивать свои собственные характеристики. Обычные люди не могут этого сделать, поэтому именно им нужно снаряжение. На следующее утро Мим готовится к охоте на песчаного голема и приходит в ярость, когда судьба показывает, что он уже уничтожил его. Судьба отправляется за наградой, но мой друг думает, что он хромой из-за того, что носит маску. Судьба объясняет, что он победил зверя в облике трупа, поэтому ему тоже пришлось получить награду в облике трупа. Как раз в этот момент прибывает сэр Рудольф, чтобы поприветствовать человека, победившего песчаного голема. Он говорит, что отныне труп будет служить ему, и он не имеет права отказываться. Судьба немного запуталась, но парень говорит, что у него нет выбора, поскольку когда святой рыцарь принимает решение, другие должны просто подчиниться. Но у меня ничего подобного нет, и объясняет, что труп был ее первым. Рудольф не уважает эту девочку и говорит ей идти домой к своей мамочке, но мой преподает ему урок, отправляя его через совершенно новый выход из здания. Судьба мгновенно понимает, что это станет для них огромной проблемой, и решает, что им нужно убираться из города, пока у них есть время. Есть шанс. Некоторое время спустя судьба задается вопросом, действительно ли у меня есть навык обжорства, когда она набивает свое лицо большим количеством еды. Она указывает на то, что ярость потребляет много калорий, и судьба задается вопросом, куда вообще уходит вся еда. Моя подруга очень злится, услышав это, в результате чего ее оружие становится таким тяжелым, что его лафет разрушается. Починка этой штуки влетит судьбе в копеечку, и он с удивлением видит, что моя просто делает все, что ей заблагорассудится, поскольку она уже двигается дальше. Они въезжают в кажущийся мирным маленький городок, но Гри указывает, что сейчас они довольно близко к Галлии, так что монстры представляют огромную угрозу. Угроза. Очевидно, что кто-то очень могущественный, должно быть, защищает эту деревню, и они могут видеть замок вдалеке. Они находят деревенского старосту и замечают, что у него есть священный меч. Он должно быть святой рыцарь, так что, вероятно, он самый могущественный человек, защищающий деревню. Прежде чем вождь разрешит им остаться там, он хочет сразиться с судьбой первой. В этом парне есть что-то особенное, так как он сразу же может сказать, что судьба использует на нем свой навык идентификации. Этот парень каким-то образом знает, что судьба находится на первом уровне, но имеет статистику более 2 миллионов. Судьба хочет знать, когда этот парень использовал идентификатор на нем, но этот парень не заинтересован в болтовне и просто хочет драться. Судьба не из тех, кто отступает, так что они вдвоем идут на это. Однако борьба длится недолго, и в итоге побеждает вождь. Судьба предполагает, что его поражение означает, что они не могут оставаться там, но вождь чувствует, что у их пребывания там есть какая-то цель. Вождь позволит им остаться, но только при том удивительном условии, что судьба будет тренироваться под его руководством. Вождь говорит, что в судьбе есть что-то особенное, но наш мальчик думает, что происходит что-то странное. Этот парень указывает на то, что судьба не знает, как противостоять навыку идентификации, и он предсказывает, что судьба также не использует все остальные свои навыки наилучшим образом. Он предполагает, что это потому, что тело судьбы еще не привыкло ко всей его новой силе. Хотя нынешний подход судьбы может хорошо сработать против монстров, он определенно не сработает против других могущественных людей. Жадность становится все более и более скептичной, особенно с учетом того, что вождь ничего не просит взамен. Но судьба указывает, что не каждый день кому-то выпадает возможность сделать это. Учись непосредственно у святого рыцаря. Судьба соглашается с этим условием, и вождь представляется как Эрин. Когда появляется моя дочь, Эрин сразу же может сказать, что она очень способный воин. Обучение начинается с рукопашного боя, так как Эрин считает, что это лучший способ научиться контролировать свои характеристики. Эрин знает, что это то, с чем судьба борется, поскольку это очень распространено среди воинов, которые внезапно становятся намного сильнее. Они начинают, и Эрин дает судьбе несколько советов по ходу дела. Исправь его позу и скажи ему, что чем больше он сгибается, тем слабее и медленнее будут его движения. Но что еще более важно, судьба сможет генерировать больше энергии из расслабленного состояния. Расслабление также позволит ему использовать неосознанную силу. Дела идут довольно хорошо, но судьба снова испытывает огромную боль, поскольку обжорство дает о себе знать. Аарон видит, что глаз судьбы изменил цвет, но ему приходится отступить, и он замечает, что судьба внезапно начинает действовать намного лучше. Они продолжают сражаться, и жадность указывает на то, что судьба может двигаться довольно хорошо, несмотря на то, что сейчас она почти голодна. Их тренировки заканчиваются на сегодня, но судьба чувствует запах монстра и задается вопросом, находится ли он в замке. Как раз в этот момент Эрин кричит, но мы видим, что это только потому, что у моего друга была вечеринка с ужином в одиночестве. Эрин отправляется за добавкой еды, а судьба делает с моим что-то нехорошее, потому что жадность предупреждает его не делать этого. Позже той же ночью Эрин возвращается домой и останавливается на мгновение, чтобы печально посмотреть на замок. В своем доме Фейт находит картину, на которой изображена семья Эрина, и жадность указывает на то, что его сын похож на Фейта. Жадность кое-что осознает и думает, что знает, почему Эрин является главой деревни, расположенной в глуши. Моя подруга просыпается и приходит в ярость, когда обнаруживает, что ее лицо изуродовано вандализмом. Некоторое время спустя Эрин пытается парировать его атаку, используя только палку. Судьба думает, что палка просто сломается, но Эрин указывает, что он лично тренировал его, так что с ним все должно быть в порядке. Судьба хорошо справляется с тем, чтобы не быть разрезанным пополам, и думает о том,
как он должен предсказать угол наклона меча своего противника, чтобы помочь ему провести палкой по земле лезвие. Аарон очень доволен судьбой и говорит ему, что теперь он может контролировать свои огромные характеристики. «Моя мама хочет наградить нашего мальчика, но на самом деле это просто месть, так как она дарит ему козлиную бородку». В ту ночь судьба объясняет им, что они планируют уехать на следующий день, и благодарит Аарона. Он хочет, чтобы я тоже поблагодарил его, но эта цыпочка слишком занята тем, что снова набивает себе морду. Аарон говорит, что это не проблема, так что они должны просто наслаждаться едой сколько душе угодно. К сожалению, моя бездонная яма с едой объясняет, что для нее все блюда одинаковы на вкус. У нее пропало чувство вкуса, а жадность объясняет, что это цена, которую она платит за свой навык гнева. Она показывает, что у нее есть цель, которую нужно достичь, и у Аарона, похоже, она тоже есть, когда он снова смотрит на замок. Именно в этот момент он шокирующе рассказывает, что 15 лет назад этот замок принадлежал ему. Однажды ему пришлось покинуть замок, но он подвергся нападению, и его сын отчаянно пытался защитить его ради своего отца. К сожалению, вся его семья и люди пали жертвой коронованного зверя, который стал невероятно могущественным из-за накопленной агрессии. С тех пор замок принадлежал по рождению смерти лорду Личу. Аарон говорит, что его семья находится в его когтях, но он останавливается, когда что-то не так с судьбой. Судьба выходит на улицу, но Аарон идет с ней, так как знает, что судьба планирует отправиться в замок. Аарон решает отправиться туда, так как это отличный шанс для него покончить со своим прошлым. Моя подруга решила понаблюдать за деревней, вероятно, чтобы она могла съесть все, что угодно, и маленькая предпринимательница просит 50 золотых за свои хлопоты. Через несколько мгновений судьба забирает одного из стражников в замке. Аарон поражен волшебной стрелой судьбы, так как управлять этой техникой настолько сложно, что ее даже перестали изучать в Капитолии. Судьба довольно скромно относится к этому, но жадность хочет, чтобы все заслуги были приписаны ей. Они пробираются мимо нескольких скелетов охранников, чтобы попасть внутрь замка, и воспринимают звуки музыки как приглашение. На втором этаже Эрин потрясен, увидев, что именно его сын играет на пианино. Эрин совершенно ошеломлен и отказывается верить во что бы то ни было, когда видит там свою жену. Их зовут Люк и Диана, и они оба ждали, когда он принесет молоко. Аарон думал, что они мертвы, но они понятия не имеют, о чем он говорит, и просто спрашивают, выполнил ли он свою миссию. Аарон выполнил, так что они хотят услышать все об этом. Жадность указывает судьбе на то, что они определенно не живы. Аарон готовится подарить своему сыну сувенир, который он ему подарил, но судьба потрясена, когда его сын наносит ему удар ножом. Хотя Аарон не дурак, он предвидел, что это произойдет. Он отмечает, насколько сильным стал его сын, и Люк говорит, что это потому, что ему пришлось защищать замок своего отца и в отсутствие. Люк в ярости, так как он утверждает, что Аарон всегда бросал их ради работы. Он всегда предпочитал им свою преданность столице, поэтому Люк не может поверить, что его отец появился спустя столько времени только для того, чтобы покончить с их жизнями. Судьба планирует использовать свою косу, чтобы разрушить иллюзию, но жадность показывает, что это также будет означать убийство их всех. Души, поглощенные чревоугодием, никогда не смогут пройти дальше. Это все равно, что быть заключенным в бесконечный ад без надежды на спасение. Люк снова нападает, но судьба распорядилась так, что он не может так поступить с ними. Аарон говорит, что в любом случае хочет разобраться с ними сам, так что судьба отправляется на поиски Лича. За пределами комнаты судьба может учуять Лича в толпе. Он замечает его и использует волшебную стрелу, чтобы изгнать. Эта штука безумно могущественна, поскольку судьба видит, что все ее характеристики превышают 1 000 000. Судьба использует то, чему он научился на тренировках, чтобы сразиться с Личом, и ему удается уничтожить его оружие. Лич все еще обладает способностью управлять трупами, и все они молят судьбу спасти их. Судьба отказывается нападать на них, из-за чего он оказывается в очень плохом положении. К счастью, появляется Аарон и перерезает сухожилия на их конечностях, чтобы обездвижить их. Аарон видит труп своей жены в толпе и вспоминает то время, когда его бедная семья умоляла его не отправляться на опасное задание. Он винит себя за то, что не вернулся раньше, и решает, что должен взять на себя ответственность за это сейчас, положив конец их страданиям. Он использует свой навык Большого Креста, чтобы пролить на них мощный свет, но этого недостаточно. Жадность подсказывает судьбе не делать это привычкой, когда он хватает священный меч, и судьба помогает Эрину с его атакой Большого Креста. Их объединенная сила освещает всю комнату и стирает злого Лича с лица земли. После этого Эрин извиняется перед своей семьей, и появляются их духи. Они говорят ему, что это не его вина, но Эрин знает, что так оно и было. Он сожалеет о том, что вообще оставил их, и приносит свои извинения. Он обещает прожить жизнь так, чтобы почтить их память, и, наконец, дарит своему сыну этот сувенир. Аарон прощается со своей призрачной семьей, и иллюзия начинает появляться вновь. Лич предпринимает последнюю попытку лишить Аарона жизни, но судьба разрушает ее, а его навык обжорства крадет все сумасшедшие характеристики этой твари. Судьба на мгновение испытывает сильную боль, но рад, что Аарон может попрощаться с ним. Сейчас они ушли, и Аарон говорит, что как только он закончит то, что ему нужно сделать, он присоединится к ним. После этого Аарон объясняет, что превысил лимит своего уровня и предполагает, что это произошло из-за того, что он сражался на стороне судьбы. Впереди еще целая орда монстров, с которыми нужно разобраться, поэтому они решили устроить соревнование. После этого Эренга получила свой гонорар за защиту деревни и сказала, что нужны деньги на восстановление деревни. Этот маленький капиталист объясняет, что деньги не лгут, и это то, чему человек учится, если живет достаточно долго. Затем Аарон вспоминает,
знает, где он видел ее раньше. 50 лет назад в этом городе появились монстры, и он мельком увидел ее. Судьба потрясена, узнав, как давно это было, и что еще более удивительно, Эрин говорит, что она выглядела точно так же. Я восхищаюсь его хорошим зрением и говорю Эрину, что после тысячелетия тренировок он, возможно, сможет догнать ее. Она указывает на то, что у людей есть свои пределы, и Эрин задается вопросом, что же это делает с ней. Ее объяснение простое. Она призрак, которому не позволено умирать. После того, как глаз судьбы возвращается в нормальное состояние, он рассказывает Эрину, что у него есть заболевание, которое требует от него частого убийства монстров. Удивительно, но Эрин знает, что это влияет на душу судьбы. Он просит судьбу вернуться в деревню после того, как он сделает то, что ему нужно, потому что ему нужно сказать ему что-то очень важное. В другом месте Мемель поражен, увидев, что Рафаэль получил философский камень. Сначала она сомневалась в нем, но теперь начинает думать, что он, возможно, все-таки сможет достичь бессмертия. Когда слуга входит в комнату, Рафаэль спрашивает о Хайдо, упоминая, что они не видели его с тех пор, как вернулись. Рафаэль потрясен, услышав от слуги, что его брат был убит во время охоты. Слуга добавляет, что тот, кого называют труп, на самом деле не монстр, а опытный боец. Охваченный приступом ярости, Рафаэль зацикливается на том, чтобы выяснить, кто такой труп на самом деле. Некоторое время спустя судьба расстраивается, когда видит, как Майн набивает себе морду всей их едой, поэтому она делится с ним. Майн использует его как кровать, но жалуется, что у него отличная кровать, так как он не хочет сидеть тихо. Судьба не приемлет оскорблений, но она уже в отключке. Судьба хочет узнать больше о ее прошлом, но жадность просто говорит, что если они продолжат путешествовать вместе, он получит представление об этом. Судьба готова подождать, но жадность просто предупреждает его не копать слишком глубоко. Неподалеку Рокси сообщает своей группе, что они находятся недалеко от границы с Галией. Они добрались до маленькой деревушки, которую только что покинула судьба, и Рокси объясняет, что лорд Лич, коронованный зверь, захватил замок неподалеку оттуда. Они проверили замок, но не обнаружили там никаких монстров и решили, что его, должно быть, освободили. Эрин прибывает поприветствовать их, и Муген кланяется ему. Муген никогда не думал, что когда-нибудь сможет встретиться с великим Эрином Барбадосом, главой семьи Барбадос, искусным фехтовальщиком по имени Клинок Света. Эрин просто игнорирует бедолагу и, к удивлению, уже знаком с Рокси. Он был знаком с ее родителями, и именно он дал ей это имя. Эрин сообщает им о том, что он больше не герой. Он не смог защитить тех, кто был ему дорог, так что у него больше нет причин сражаться. Рокси поражена, что он смог победить Лича, захватившего замок, но Эрин показывает, что он сделал это не в одиночку. Мирия хочет встретиться с могущественным парнем, который помог ему, и Рокси говорит, что ей нужно имя этого парня для отчета, который она отправит обратно в Капитолий. К несчастью для них, судьба велела ему никому не называть своего имени. Поэтому Аарон приносит извинения, поскольку это секрет. Они готовятся к отъезду, но Аарон хочет знать, была ли идея Валерика отправить Рокси в экспедицию на Галию. Рокси говорит, что это был ее выбор, но Эрин предполагает, что ею просто манипулировали. Семьи Харт и Барбадос всегда были помехой для Валериков. Рокси это не волнует, так как она сделает все, чтобы защитить свой народ, а Эрин потрясена известием о том, что ее отец скончался. Именно в этот момент Рокси шокирована, когда Эрин предлагает обучить ее сражаться в Галии. Он настаивает, и она с радостью принимает его предложение. Они начинают тренироваться, а все остальные наводят порядок в деревне. Аарон видит, что Рокси хорошо обучена своим отцом, и она повторяет, что должна стать сильнее, чтобы защитить всех. Мы с судьбой шли некоторое время и достигли каких-то руин внутри Галии. Моя судьба неожиданно показала, что именно здесь она родилась. Ее увезли в столицу империи сразу после рождения, так что она совсем не помнит этого места. Судьба не может поверить в это с тех пор, как Галия была разрушена 4000 лет назад. Идя дальше, они натыкаются на какое-то странное сооружение, похожее на кокон. Жадность объясняет, что это называется химера. Это было биологическое оружие, которое военные Галии испытывали в старые времена. Это какой-то корабль, в котором собрано множество монстров, но жадность говорит, что это следует назвать неудачей, поскольку предполагалось, что все они будут уничтожены. Мой взгляд напоминает судьбе, что он у нее в долгу, и он понимает, что это означает, что она хочет, чтобы он боролся с этой тварью. Его умение распознавать показывает, что у этой твари ужасающе высокие характеристики, и выдает ему ошибку за свои навыки. Жадность объясняет, что все монстры, смешанные вместе, означают, что она слишком нестабильна для чтения. К счастью, этот монстр все еще находится в состоянии личинки, так что они должны быть в состоянии победить его. Но это шокирует судьбу, так как это означает, что это гигантское существо еще даже не полностью выросла. Мой друг объясняет, что пока его душа цела, они могут повредить его тело, но оно не умрет. Вот почему ей нужна судьба, чтобы использовать пожирающую душу часть его силы обжорства. Это самый греховный из всех навыков смертного греха. Но мой навык уже не говорит и пробуждает существо. Эта штука огромна, и судьба не может понять, почему внутри нее находится человек. У нее такие же красные глаза, как и у него, и мои объясняют, что это просто пугает его. Жадность тоже это понимает, поэтому он просит судьбу перестать смотреть прямо на нее, так как он будет слишком заморожен, чтобы двигаться. Девочка внутри – это ядро химеры, и мне нужно, чтобы судьба прикончила ее. Судьба колеблется, так как
как любая душа, которую он съест, будет вечно страдать от мук. Но моя объясняет, что эта девочка не что иное, как монстр, одетый в человеческую кожу. Они оба умрут, если он продолжит быть наивным, и Химера доказывает это, используя мощную атаку. Судьба хочет использовать косу, но жадность объясняет, что она не сможет отразить атаку, так как ее магия действует косвенно, нанося урон лавой. Моя говорит им отойти назад и заботиться о лавовой волне. Затем они решают разделиться. Моей удается отрубить ему руку, и судьба радуется, видя, что его магические стрелы, превращающие в камень, работают. Однако праздновать еще слишком рано, поскольку гигантская химера может регенерировать. Становится ясно, насколько силен их противник, поскольку это оружие способно вести непрерывный бой без какой-либо поддержки. Мина снова атакует, и судьба понимает, что, похоже, она бьет сильнее, чем раньше. Жадность объясняет, что ленивец становится тяжелее и мощнее с каждым ударом. Большой недостаток заключается в том, что это действительно снижает его ловкость. Монстр в ярости из-за того, что снова потерял руку, и судьба испытывает странное давление. Существо претерпевает метаморфозу, так что моя рука велит судьбе держаться подальше. Судьба вспоминает о Рокси, и он задается вопросом, а не просто ли его снова защищают. Он знает, что не сможет держать голову высоко, если его все время будут защищать, и он хочет измениться. Судьба хочет быть тем, кто действительно помогает Рокси, а он хочет быть тем, у кого есть власть. Судьба знает, что он должен делать, и говорит мне, что он доведет себя до полуголодного состояния. Моя судьба знает, насколько это опасно. Она говорит ему, что если он не будет осторожен и нажмет слишком сильно, то его одолеет обжорство. Судьба все прекрасно понимает и все равно делает это. Он начинает процесс, но знает, что если он облажается, то они все поплатятся за это. Этот процесс чрезвычайно болезненный, но судьба делает все возможное, чтобы контролировать его. Мой друг сдерживает зверя, но вскоре судьба объясняет, что он готов, и пришло время дать отпор. Монстр выпускает взрывающиеся перья, но у судьбы есть идея, как их использовать. Жадность догадывается, что он задумал, поэтому он превращается в лук. Если раздуть несколько перьев, Санта будет бегать повсюду и прикрывать зверя. Судьба дает жадности 10% от его характеристик при использовании навыка «Песчаная буря» на его стреле. Его атака на мгновение превращает гиганта в камень, так что моя пробуждает ленивца и запускает мощную атаку. Судьба впечатлена, но жадность говорит ему сосредоточиться, так как им нужно прикончить монстра до того, как он восстановится. Химера защищает себя барьером, и судьба шокирован, когда его коса не может даже пробить его. Жадность объясняет, что судьба должна читать поток магической силы и целиться в самое слабое место, поэтому он именно так и поступает. Барьер разрушен, но судьба случайно смотрит прямо в его глаза. Химера убегает оттуда так быстро, как только может, и глаз судьбы начинает кровоточить. Время у судьбы на исходе, поэтому моя говорит ему взяться за ее топор, чтобы она могла отправить его в небо. Им нужно поторопиться, потому что химера по имени Ханиэль близка к выздоровлению. Моя бомба отправляет его в полет, а жадность показывает, что судьба теперь может использовать его секретную технику второго уровня. Это стоит ему 20% его характеристик, но зато дает косе еще одно лезвие. Жадность подсказывает ему целиться туда, где находится центр магической силы, так что найти фокус судьбы очень сложно. Однако, как только он приближается, камера фиксирует его в своем барьере. Жадность может мгновенно определить, что они находятся в серьезной опасности, поскольку камера планирует поджарить себя и забрать его с собой. Судьба должна действовать быстро, поэтому она использует атаку под названием «Смертельный ад». Атака поражает ее прямо в сердце, но происходит что-то странное. Судьба видит группу детей и задается вопросом, не активировался ли его навык телепатии. Дети начинают исчезать, но остаются две девочки. Удивительно, но одна из них химера, а другая моя. Навык обжорства Фейта активируется по окончании боя, но он не чувствует обычного восторга, который испытывает после победы. Вместо этого он чувствует только сжимающую грудь печаль. Жадность говорит, что это нормально, так как, несмотря на то, что девочка стала химерой, он все равно съел одну из своих себе подобных. В этом нет никакого удовольствия. Разум хоронит девочку и объясняет, что она забыла о том, что произошло много лет назад. Все, что она знает сейчас, это то, что когда кто-то становится химерой, его нужно убить. Если этого не сделать, погибнет гораздо больше людей. Судьба думает о том, насколько опасен его навык обжорства, и боится, что однажды он может стать тем, кого нужно убить. Судьба просит меня об одолжении и говорит ей, что если он когда-нибудь потеряет контроль над собой, то он хочет, чтобы она покончила с его жизнью. Она единственная, кто может остановить его, если он сойдет с ума. Моя подруга неожиданно обнимает его и соглашается сделать это. Судьба извиняется за то, что вынуждена просить, но благодарит ее за согласие. Позже судьба решает отправиться в Вавилон, но у моей дочери там есть работа, так как она пообещала некоторым людям, что построит для них деревню. Как это неудивительно, моя дочь говорит, что у нее есть предчувствие, что судьба встретит его смерть прежде, чем они встретятся снова. Затем жадность Джесс достигает 3-го уровня и превращается в магический щит. Но это сбрасывает все его характеристики, так что мужчина называет это нелепостью и начинает уходить. Судьба умоляет ее помочь ему охотиться, пока он не восстановит свои характеристики, но она просто хочет знать, сколько он готов заплатить. Когда-нибудь судьба доберется до Вавилона. Это оборонительная стена между царством и Галлией. Эти стены невероятно прочные, тысячелетиями противостояли нападениям галлийских монстров. Жадность объясняет, что он уже бывал здесь раньше со своим предыдущим владельцем. У этого предыдущего владельца также был навык смертного греха,
но они умерли и оставили его позади. Жадность указывает на то, что люди смертны, но невозможность умереть – это отстой, потому что ему всегда приходится прощаться с людьми. Судьба задается вопросом, бессмертна ли жадность, и жадность объясняет, что оружие смертного греха невозможно уничтожить. Во время прогулки по Вавилону какой-то человек объявляет, что новый правитель Вавилона прибыл из царской столицы. Судьба нервно надевает свою маску, а жадность напоминает ему успокоиться. Все празднуют прибытие Рокси, а жадность робко просит судьбу помахать ему рукой, как и всем остальным. Именно в этот момент судьба слышит, как кто-то говорит, что она скоро умрет, но задается вопросом, не померещилось ли ему это. Но это не так, поскольку таинственная девушка заявляет, что Рокси умрет именно там. Некоторое время спустя судьба объясняет, что в Вавилоне собираются самые разные воины. Бывшие святые рыцари и даже люди, затаившие злобу на святых рыцарей. Жадность объясняет, что если кто-то достаточно силен, то его ошибки будут прощены в Вавилоне. Совершенно очевидно, что им понадобится вся возможная помощь, чтобы справиться с монстрами. Так что это идеальное место для судьбы. Алистер знакомится с Рокси и делится своим сожалением о том, что не смог спасти ее отца, несмотря на то, что служил на его стороне. Он извиняется, но Рокси просит его поднять голову, так как она здесь для того, чтобы пойти по стопам своего отца. Вместе они будут защищать Голиафа от монстров и защищать людей. Этот парень смотрит ей прямо в глаза, но Мирии он совсем не нравится. Она готовится вмешаться, но Муган останавливает ее и напоминает, что общение со святым рыцарем может стоить ей жизни. Рокси не проявляет никакого интереса к этому парню и говорит своим спутникам, что они будут исследовать город. Судьба сетует на то, как дорого все стоит в городе, и жадность останавливает его, когда он только что заметил красивые ножны, которые зовут его по имени. Судьба предполагает, что это будет слишком дорого, но жадность называет его скрягой и напоминает судьбе, что он всегда может охотиться на монстров за деньги. Владелец магазина оказывается странным парнем, так как он каким-то образом знает точный вид повреждений, нанесенных одежде судьбы. Жадность думает, что это означает, что они могут доверять этому парню, и советует судьбе купить ножны. Владелец магазина объясняет, что ножны, о которых он спрашивает, всего лишь демонстрационная модель, но он может изготовить для судьбы ножны, которые идеально подойдут к его мечу. Этот человек никогда не видел меча, подобного жадности, и жадность говорит судьбе, что его слава настолько очевидна, что он не смог бы скрыть ее, если бы он пытался. Владелец магазина объясняет, что ножны для такого уникального меча, как у него, обойдутся в 500 золотых монет, но это выход из-под контроля судьбы. Диапазон цен, и он выбегает оттуда. В Вавилоне все достаточно дорого, и прежде всего им нужно убедиться, что они могут покрыть свои ежедневные расходы. Как раз в этот момент группа воинов взывает к судьбе, называя его парнем в маске черепа. Они предполагают, что он хочет создать себе репутацию на охоте на монстров, чтобы иметь возможность работать солдатом в столице. Но судьба объясняет, что он не собирается ни на кого работать. Ребята извиняются, и Гри замечает, что если бы судьба одевался получше, то такие головорезы, как они, не приставали бы к нему. Судьба наконец соглашается, и эти двое с энтузиазмом начинают охотиться на кучу зверей, чтобы заработать кучу денег. Они пересекают границу Галлии и обнаруживают, что там действительно ужасно воняет. Повсюду валяются туши чудовищ, а воздух наполнен слегка токсичными спорами. Жадность предупреждает его, чтобы он не дышал, так как слишком частые глубокие вдохи приведут к тому, что в его легких вырастет мох. Именно в этот момент жадность замечает, что приближается массовое бегство. Это группа орков, и они вооружены стрелковым оружием. Их около 50 человек, и они умны, так что, вероятно, они предпримут скоординированную атаку. Жадность рекомендует судьбе сражаться с ними как с людьми, и судьба планирует использовать эту возможность, чтобы продемонстрировать боевые навыки, которым его научил Аарон. Однако воины прыгают первыми, поэтому жадность говорит судьбе поторопиться и украсть добычу, так как жадный меч хочет получить свои модные ножны. Судьба не хочет быть грубой, но, к счастью, появляется еще куча орков, которые присоединяются к битве. Судьба немедленно начинает действовать, и жадность превращается в щит. Он блокирует физические и магические атаки, так что это практически движущаяся крепость. Судьба пытается придумать план атаки, но жадность подсказывает ему броситься вперед, чтобы показать, на что способен щит. Судьба управляет всеми, и судьба поражена тем, как легко просто раздавить всех орков перед собой. Эта атака называется удар щитом. Она требует много сил, но у судьбы их предостаточно, так что он просто расправляется со всеми монстрами. Орков безумно много, так что навык прожорливости у судьбы активируется снова и снова. Битва окончена, но судьба считает странным, что его навык прожорливости не действует так, как раньше, и они задаются вопросом, не этому ли новому контролю его обучал Аарон. В гильдии все ахают, когда видят, сколько орочьих шестеренок судьба раздобыл в одиночку, и он обналичивает их. Прежние воины обвиняют его в краже, но жадность думает о том, что эти мусорные воины стали бы обедом орков, если бы не судьба. Один парень пытается отнять у него годы, но наш мальчик дает ему один шанс отступить. Болван этого не делает, и судьба расправляется с ним. Другие воины пытаются объединиться, чтобы сорвать маску судьбы, но у них ничего не выходит. Одному парню почти удается нанести удар, но за это он получает только пинок под зад. Судьба получает 100 золотых монет за все эти годы, но неожиданно появляется Рокси. Она думает, что он создает проблемы, но судьба, переодетая трупом, объясняет, что произошло. Рокси считает, что труп, возможно, немного перестарался, но на самом деле это была самооборона. Она частично винит себя в том, что Вавилон погрузился в хаос,
поэтому она решает не наказывать трупа. Она также спокойно относится к тем, кого он избил, и говорит им, что они проведут одну ночь в тюрьме, чтобы поразмыслить о своей жалкой жизни. Мария пытается снять маску судьбы, но Муген считает, что маски полезны для того, чтобы скрывать отвратительные лица. Судьба официально представляется как труп, но Мария указывает на очевидное, когда говорит, что это не настоящее его имя. Прежде чем уйти, Рокси считает, что трупу следует лучше следить за своей внешностью, поэтому наш мальчик смущается и тут же убегает за новой одеждой. Они думают, что труп выглядит довольно слабым, но знают, что это не может быть правдой, так как он уничтожил всех бездельников в гильдии. Одежда судьбы изрядно порвана, так что жадность считает, что им следует обновить ее. Жадность – это жадность, и он рекомендует им начать с покупки его дорогих ножен. Владелец магазина появляется из ниоткуда и представляется как Джейд. Джейд открыл свой магазин снаряжения всего 3 месяца назад, и ему бы очень понравилось, если бы труп взял его снаряжение в бой. Джейд еще не сделал себе имя, так что использование трупом своего снаряжения в бою было бы отличной рекламой. Джейд ждал подходящего воина, и он определенно выиграл джекпот, выбрав нашего главного героя. Судьба соглашается на сделку, и парень значительно улучшает экипировку нашего мальчика. Судьба велит жадности заткнуться, когда он отпускает остроумные замечания, и ему приходится извиняться перед Джейд, когда Джейд думает, что он обращается к нему. Джейд экономный бизнесмен, поскольку он все еще берет с судьбы плату за снаряжение, но судьба немного возражает, и Джейд отдает его ему за половину скидки. Это обходится ему в 40 золотых, но жадность напоминает ему, что он всегда может поохотиться еще. У судьбы урчит в животе, и они находят место, где можно поесть, которое выглядит оживленным. Жадность думает, что это вероятно из-за их вкусной еды, но наш мальчик умирает с голоду и съест все, что угодно. Оказывается, в толпе на самом деле полно людей, и настоящая причина, по которой они собрались, это какая-то девочка. Фейт ошеломлен этой дамой и понимает, что не может отвести взгляд. Эта девушка идет прямо навстречу судьбе. Она каким-то образом знает его настоящее имя, и Фейт шокирован, так как он носит свою маску. Она объясняет, что это потому, что они похожи друг на друга, так что наш голодный герой понимает, что у нее тоже должен быть навык смертного греха. Ее зовут Эрис, Эрис похоти. Они садятся выпить чего-нибудь вкусненького, и Эрис просит их снять его маску, так как она не влияет на ее восприятие. Она тоже хочет получше рассмотреть своего мальчика, но ее глаза что-то делают с ним. Она извиняется, потому что это побочный эффект ее навыка вожделения, который дает неконтролируемый эффект очарования. Любой, кто попадает под его действие, в конечном итоге влюбляется в нее. Эрис неожиданно обнаруживает, что она действительно долгое время наблюдала за судьбой. Начиная с первого эпизода, Эрис объясняет, что она принадлежит ко второму поколению, поэтому она не знает никого из первого поколения так хорошо, как меня. Эрис все равно не ладит со мной, и она говорит, что это потому, что она более развита, чем она. Эрис поздравляет его с убийством Ханиэля и благодарит за то, что он избавил ее от необходимости делать это. Эта девочка, кажется, определенно знает все, но Эрис объясняет, что она не знает, кто переместил кокон туда. Все химеры родом из столицы Галлии, и она думает, что их еще осталось немного. Если им дать созреть, то это приведет к огромным неприятностям. Учитывая, насколько слабым стал класс святых рыцарей, они не смогут их уничтожить. Эрис пока отложит все это в сторону, чтобы перейти к настоящей причине, по которой она хотела встретиться с судьбой. Она объясняет, что помимо владения навыком смертного греха, она также является хранительницей королевства. Для нее нет ничего важнее королевства. Даже если что-то приведет к большим потерям сегодня, если это принесет пользу королевству через сотни лет, она одобрит это. Судьба не может понять, к чему она клонит, но она шокирована, когда Эрис сообщает, что Рокси умрет в Галлии. Судьба в ярости, так как ясно, что Эрис хочет смерти Рокси, но она начинает говорить об агрессии. Она объясняет, что когда монстр убит, его агрессия сохраняется. Эта агрессия никогда не проходит, и на протяжении многих лет она накапливается мало-помалу. В конечном итоге это приводит к появлению коронованного зверя, и то же самое явление может происходить и среди людей. В настоящее время существует множество притеснений, дискриминации и лишений, вызванных действиями святых рыцарей. Вся агрессия, направленная против них, накапливается внутри людей. Рокси любима всеми людьми, поэтому всплеск агрессии, вызванный ее смертью, объединится со всей остальной агрессией, которая накапливалась. Вся эта агрессия приведет к рождению человека с совершенно новым типом силы, и среди них будет будущее столб королевства, обладающий невероятным мастерством. Эрис считает, что это идеальный план, и она его одобряет, потому что смерть Рокси направит развитие королевства в лучшую сторону. Наш мальчик по-настоящему разозлился и заявил, что из смерти Рокси никогда не выйдет ничего хорошего. Никто из святых рыцарей не заботится о людях так, как она. Судьба покидает его прежде, чем он сойдет с ума, но Аарон думает о том, что план уже запущен и его невозможно остановить. Наш мальчик еще никогда не был таким безумным. Ему все равно, кто это планирует, и ему все равно, с кем ему придется сражаться.
сдаваться. Судьба клянется защищать Рокси любой ценой. Некоторое время спустя Рокси сообщают, что они потеряли связь с одной из своих эскадрилей в Галлии. Рокси подготовила всех к их спасению, так как они немедленно отправятся в Галлию. Фейт возвращается в магазин, где Джейд говорит ему, что им нужен материал под названием Дакстоун, чтобы сделать ножны для его меча. Этот материал трудно достать, и его поставки контролируются королевством, так что он понятия не имеет, когда у него будет больше. Жадность хочет, чтобы они просто купили немного сами, поэтому Джейд говорит ему, что утиный камень можно найти в Галлии. Фэй смотрит на карту, куда они направляются, и так уж получилось, что это недалеко от Большого каньона, того самого места, куда направляется Рокси. По прибытии их встречают гигантские орки, поэтому они используют щит, чтобы защитить себя. Они используют удар щитом, чтобы уничтожить отвратительных существ, а навык обжорства судьбы активируется множество раз. Недалеко от Рокси им трудно добраться до Большого каньона, потому что там не работают компасы. Они также не могут ориентироваться по центру звезд, поэтому Мириат осуждает облака за то, что они мешают им. К счастью, они могут определять направление по концентрации орков, так как колония орков находится в самой южной точке. Если они будут следовать туда, где находятся все орки, то в конце концов доберутся туда. Но там есть и более опасные монстры, так что они должны действовать осторожно. В другом месте я восхваляю судьбу за то, что она сказала, что ему нужно отдохнуть, прежде чем вступать в новую схватку. Во время своего отдыха судьба странным образом видит девушку, которая была внутри химеры. Ужасный шум не позволяет ему расслышать, что она говорит, и он быстро оказывается в месте, наполненном человеческим томатным соком. Там он видит своих жертв, и Хайдо тянет его вниз. Судьба просыпается, но понятия не имеет, что только что произошло. Однако у него нет времени на раздумья, так как он обнаруживает поблизости монстров. Жадность указывает на то, что это не орки. Это коронованные звери, и ни один из них. Судьба использует свой навык ночного видения, чтобы показать, что монстры – это саламандры. Судьба убивает одного из них с помощью своего лука, но он замечает, что в этих монстрах есть что-то странное. Обычно они убегают, получив серьезный урон, и не преследуют их. По какой-то причине они продолжают двигаться в том же направлении, как будто ими что-то управляет. Это довольно странное поведение, поэтому они решают следовать за ними. Вернувшись к Рокси, она просыпается, когда на ее группу нападают несколько саламандр. Они наносят серьезный урон, и Нортерн приносит извинения, так как монстр каким-то образом прорвал их оборону. Муган только что удалось спасти ее от превращения в барбекю, и им вполне хватает силы этих коронных зверей. Мирия в ярости, поэтому она атакует своим волшебным огненным мечом, но это совсем не помогает. Рокси бросается к ней, но они оба быстро оказываются в опасности. К счастью для них, труп прибывает, чтобы спасти их. Муген очень впечатлен им, так как труп использует обычное умение «Острый край» с такой силой. После того, как труп расправляется с ящерицами, Рокси благодарит его. Она хочет, чтобы Мирия тоже поблагодарила его, но малышка говорит, что она не просила о помощи. Они все представляются друг другу, и Мирия наконец решает поблагодарить своего спасителя. Северянин тоже благодарит его, но трупу просто любопытно узнать о странной отметине на саламандрах. У всех саламандр одинаковые метки, и они указывают на то, что звери короны обычно не объединяются подобным образом. Они явно нацелились на Рокси, но она говорит, что это могло быть просто совпадением. В последнее время все стало очень странным, особенно после того, как божественный дракон вылетел из своего гнезда. Некоторое время спустя все они наконец прибывают в Большой каньон. Труп благодарит их за то, что они помогли ему добраться туда, а Рокси очень рада, что у них был один и тот же пункт назначения. Мирия маленькая ревнивая девчонка и забирает Рокси, так как им нужно спасти эскадрилью. Рокси пытается попрощаться с ней, но судьба не решается взять ее за руку, потому что не хочет, чтобы активировался его навык чтения мыслей. Вместо этого Мирия берет его за руку, и судьба может слышать ее мысли. Маленький негодяй не хочет, чтобы у него возникали какие-либо мысли о сближении с Рокси, и хочет, чтобы он просто ушел. Рокси заставляет ее перестать прикасаться к своему мужчине, и все прощаются. Судьба, как ни странно, не возражает просто отпустить ее, хотя и знает, что она в большой опасности. В любом случае, судьба оказывается в, казалось бы, очищенном районе Галлии и замечает, что монстры там окаменели. Это почти как кладбище, и судьба ошеломлен, когда видит себя окаменевшим. Ему это только показалось, так что они продолжают поиски утиного камня. Они пока ничего не нашли, но они заметили там Эрис. Судьба тут же потеряла ее, но обернувшись с удивлением обнаружила химеру. Однако внутри нее нет ядра, так что Грид предполагает, что это всего лишь прототип. Она давным-давно была погребена под слоем земли, и камни, покрывавшие ее, осыпались. Рядом с ней есть несколько пустых мест, так что, похоже, пробудилась какая-то химера. Всего их 3, так что судьба задается вопросом, не несет ли ответственность за это Эрис. Земля сотрясается от взрыва, и, похоже, он раздался со стороны Рокси. Судьба устремляется к ней, и мы видим, что ее группа сражается с ужасающей химерой.
Их сила огромна, но труп снова прибывает, чтобы помочь им. Его стрелы, кажется, не причиняют им особого вреда, и Рокси объясняет, что Муген и Нортерн были ранены, защищая Мирию. Эти химеры способны исцеляться, но Гри отмечает, что это происходит гораздо медленнее, чем у Ханиэля. Труп объясняет остальным, что их противники химеры, а их ядра – это слабость. Труп обращается за помощью к двум девушкам, и они готовятся к атаке. Химера пытается отогнать их огнем, но так уж случилось, что судьба оказала сопротивление огню. Одна глупая химера пытается прикрыть свою сущность руками, но наши герои слишком умны для этого. Труп убивает одну из них, а Рокси уничтожает ее сущность. Труп восхищается ею как зеницей ока и замечает, что она использовала искусство фехтования Эрина. Мирия отбивает огненную атаку одной из химер своим мечом, но кричит от ужаса, думая, что сейчас умрет. Жадность впечатлена юной леди, и труп наконец прибывает, чтобы избавить ее от ужаса. Она ненавидит, когда он снова ее спасает, но на этот раз думает неправильно. Рокси попросила Мирию отвезти всех в безопасное место и заявила, что труп и она сама позаботится об оставшейся химере. Наш мальчик достает свою косу, и пара использует ту же технику, что и с первой химерой, чтобы напасть на остальных. Это первый раз, когда судьба сражается бок о бок с Рокси, но это кажется более естественным, чем со мной или Эрином. Сейчас осталась только одна химера, но она, на удивление, может летать. Они планируют напасть на нее, когда она приземлится, но когда она приземлится, земля рухнет. Труп обнимает Рокси и уверяет ее, что в его руках она будет в безопасности. Рокси быстро доверяет ему, и они держатся друг за друга, когда падают. Некоторое время спустя Фейт просыпается и быстро впадает в панику, когда понимает, что Рокси сидит у него на коленях, но он потерял свою маску. Рокси просыпается, но наш мальчик находит свою маску в самый последний момент. Труп впечатляет ее каким-то волшебным огненным шаром, и он думает о том, как близко это было. Рокси объясняет, что они не смогли спасти эскадрилью с тех пор, как прибыли и обнаружили, что все они сгорели дотла. Рокси указывает на то, что труп, похоже, знает довольно много о камере, поэтому он объясняет, что ему рассказал выживший галианец. Рокси вспоминает, что видела галианскую девочку с большим топором, и задается вопросом, не о ней ли он говорит. До нее также дошли слухи, что эта девочка отправила лорда в полет, но наш мальчик просто прикидывается дурачком. Рокси объясняет, что она также слышала, что эта девочка путешествовала с мужчиной в маске с черепом, так что у нашего мальчика нет другого выбора, кроме как признаться. Рокси просто дразнит его и объясняет, что он напоминает ей кого-то, кого она знает. Она говорит, что этот парень должен быть сейчас в столице, но ей кажется, что он находится прямо там, рядом с ней. Разлука с ним заставила ее задуматься о многих вещах, и она задается вопросом, счастлив ли он. Труп удивляет ее, когда говорит, что он уверен, что этот парень счастлив, хотя ему и не положено ничего о нем знать. Труп ведет себя спокойно и говорит, что этому парню повезло, что она так сильно заботится о нем. Труп рад видеть, что Рокси совсем не изменилась, но он тут же чувствует острую боль. Он не может понять, почему его навык обжорства дает сбой в такой момент, и Рокси задается вопросом, что не так с его глазом. Труп не хочет, чтобы она видела его чудовищную сторону, поэтому он убегает. Хуже уже быть не может, так как судьба чует, что какой-то запах уже близко. Это химера, и она прорывается сквозь стену пещеры. Судьба обнажает свою косу, но представляет Рокси на месте ядра химеры. Он по-прежнему яростно атакует ядро и требует, чтобы Рокси перестала так на него смотреть. Бой окончен, и судьба замечает отметку на камере. Это та же отметина, что была на саламандрах, так что Грейт уверен, что кто-то нацелился на жизнь Рокси. Судьба напоминает, как Эрис хочет лишить Рокси жизни и полна решимости не дать ей осуществить свой план. Рокси опаздывает на вечеринку, и пещера немного обваливается. Так уж случилось, что утиный камень оказался именно там, и Рокси объясняет, что этот кристалл образовался из монстров. Рокси воссоединяется со своей группой, и они рады видеть, что все в безопасности, за исключением всей эскадрильи, которая была жестоко сожжена заживо. В другом месте мы мельком видим классную блондинистую версию трупа с горящими зелеными глазами. Некоторое время спустя Рокси неожиданно приказывает трупу обнажить меч и вызывает его на честный поединок. Конечно, судьба понятия не имеет, зачем она это сказала, но Мирия говорит ему перестать вести себя так невинно. Она рассказывает, что у него огромное криминальное прошлое. 56 случаев насилия с другими воинами и 20 случаев уничтожения собственности. Труп объясняет, что все это были случаи, когда кто-то нападал на него, но они не хотят слышать никаких оправданий. Рокси отказывается оставлять безнаказанными любые насильственные действия, поэтому труп задается вопросом, что он может сделать. Рокси говорит, что у него есть только один выход – вступить в королевскую армию. Как только он это сделает, даже самые буйные воины не захотят связываться с ним. Труп объясняет, что ему не нравится быть последователем, а жадность соглашается с тем, что судьбе нужна его свобода, чтобы быть счастливым. Рокси объясняет, что если он решит отказаться, то ему нужно будет
будет обдумать свои действия в тюремной камере. Судьба тоже отказывается от этого и вместо этого достает свой меч. Рокси указывает, что его ножны сломаются, если он будет сражаться в них, но труп не беспокоится, так как они сделаны специально для него. Эти двое начинают драться, и становится совершенно ясно, что Рокси не будет сдерживаться. Судьба распорядилась так, что у него должно быть преимущество в плане характеристик, но по какой-то причине он не в состоянии одолеть ее. Жадность объясняет, что именно этого и следовало ожидать от такого святого рыцаря, как она. Ее технические навыки появились благодаря ежедневным тренировкам. Судьба была поражена, когда стало очевидно, что она нацелилась на его маску. Рокси объяснила, что если он не будет воспринимать их ссору всерьез, то она просто раскроет его личность. Она чуть не отрубила ему голову в результате нападения, и она сказала ему, что если он не хочет, чтобы его раскрыли, то ему нужно быть серьезным. Судьба поступает именно так и шокирует всех, когда он готовится использовать навык техника священного меча. Предполагается, что он не сможет использовать его без священного меча, поэтому судьба напоминает им, что его ножны сделаны специально. На самом деле это дополнение к оружию, улучшающее технику владения священным мечом, изготовленное из магического кристалла, который он собрал в Великом ущелье. Рокси задается вопросом, был ли он когда-то святым рыцарем, но он уже не тот человек, и заявляет, что теперь он просто воин. Он начинает свою мощную атаку, и всем, включая его самого, становится ясно, что он вот-вот победит. Однако именно в этот момент судьба видит, что Рокси создала ожерелье из драгоценного камня, который он ей подарил. Этот симпат слишком отвлекается, поэтому Рокси использует эту возможность, чтобы выбить у него меч. Жадность быстро вращается и называет судьбу идиоткой за то, что она не может сосредоточиться. Труп признает, что проиграл, но Рокси хочет знать, почему он вдруг успокоился. Он ведет себя так, будто понятия не имеет, о чем она говорит, и она задается вопросом, не научился ли труп своему стилю боя у сэра Аарона. То, как он наносит удары и двигает ногами, напоминает ей стиль Аарона. Рокси помнит, что Аарон рассказывал о страннике, который обладал такой огромной силой, что доставлял ему трудности. Она задается вопросом, был ли это труп, но труп говорит ей, что все это не имеет значения. Все, на чем ей нужно сосредоточиться, это на том, чтобы защитить себя и Галию. Судьба начинает уходить и думает о том, какая она добрая, ведь несмотря на то, что она в опасности, она думает о нем. Затем Муган рассказывает ему о химере, которой мы управляем. Было странно видеть, как одним монстром управляет другой монстр, и Муган объясняет, что его семья изучала технологию потерянных галеонов на протяжении нескольких поколений. Труп рекомендует Мугану, чтобы его дочь изучила химеру, но Муган предполагает, что труп просто пытается встретиться с ней. Муган думает, что у него дурные намерения, и обещает никогда не позволять такому парню, как труп, встречаться с ней. В другом месте мы видим его дочь по имени Рейн. Ей говорят, что у Валериков серьезные проблемы после смерти Хадо. Ходят слухи, что Рафаэль заперся в своей комнате, чтобы неустанно изучать философский камень. Рейн заглянула в книгу и обнаружила, что философский камень способен исцелить любую рану. Он также может наделить своего владельца огромной силой. Однако в обмен на это он управляет разумом и телом владельца. Дома у Фейта есть воспоминания о том, что я сказал ему. Она объяснила, что Фейт должен стремиться к чему-то, что называется областью Е. Это уровень силы, на котором находится божественный дракон, и если он не сможет добраться туда, он не сможет с этим бороться. Единственная проблема заключается в том, что если он будет давить слишком сильно, его мастерство превзойдет его, и судьба потеряет контроль. Как раз в этот момент раздается сигнал тревоги, и Нортерн сообщает Рокси, что начинается массовое паническое бегство, также известное как Марш Смерти. Рокси планирует перехватить его и приказывает своим войскам готовиться к маршу в Галлию. Судьба отправляется на Марш Смерти в первый раз и видит, что Рокси прибыла с королевской армией. Жадность, всегда острая на язык, задается вопросом, не собирается ли судьба снова поиграть в героя. Судьба уверена, что Рокси справится с ситуацией, но хочет быть готовой на всякий случай. Он впадает в состояние полуголодания, и жадность указывает на то, что ему гораздо легче контролировать это состояние, чем раньше. Именно в этот момент жадность обнаруживает, что что-то приближается к королевской армии с востока. Эта штука движется по земле так, как плывет кит. Она огромна, и если она продолжит свой путь, то окажется прямо под королевской армией. Они отвлеклись на Марш Смерти и очень восприимчивы к внезапному нападению. Судьба превратил жадность в лук и использует свой навык обжорства, чтобы усилить атаку и увеличить дальность стрельбы в 2 раза. Это модифицированная атака, которую можно использовать только в состоянии полуголодания. Жадность делает ему комплимент за атаку, и существо проявляет себя. Это существо – огромный слизистый монстр, и у него та же эмблема, что и у других контролируемых монстров. Судьба решает выяснить, что за всем этим стоит, и готовится к нападению. Его анализ показывает, что у этого коронного зверя показатели выносливости, магии и духа превышают 10 миллионов.
Жадность указывает на то, что даже святой рыцарь проиграл бы этой твари и быстро превращается в щит, защищающий судьбу от кислотных дождей. Жадность предупреждает, что судьба умрет, если коснется его, но это означает, что он не сможет сражаться с такой скоростью. Даже если ему удастся разрезать его, это только приведет к тому, что кислота разольется повсюду, расплавляя судьбу вместе с ней. Судьба решает дать жадности 10% его характеристик и использовать стрелу с огнем в надежде, что она испарит монстра. К сожалению, слизистому существу удалось разделиться пополам и частично избежать атаки. Оно снова ныряет под землю и направляется прямо к королевской армии. Судьба преследует его, но ему приходится уничтожить нескольких его детенышей, которые появились из ниоткуда 1 числа. Это была довольно продвинутая техника, и вряд ли какой-нибудь тупой слизистый монстр стал бы использовать ее самостоятельно. Затем судьба находит место, откуда это существо должно было бы выйти, и готовится уничтожить ядро. На этот раз он дает жадности 20% своих характеристик, чтобы создать более мощную атаку. Жадность ошеломлен, так как судьба хочет использовать прием, который они никогда раньше не практиковали, но судьба все равно выпускает стрелу. Как раз перед тем, как поразить монстра, что-то еще, кажется, попадает в слизняка первого. Судьба понятия не имеет, что это было, но рад слышать, что у него активировался навык обжорства. Удивительно, но слизняк все еще жив, и судьба может это понять, поскольку он забрал его душу. Именно в этот момент судьба замечает, что кто-то наблюдает за ним, и на нем такая же маска, изменяющая восприятие, как и на нем самом. Судьба принимает это за наследницу и нападает, надеясь разоблачить ее. Жадность осознает, что у этого человека есть оружие смертного греха, и это черный оружейный меч — зависть. Жадность объясняет, что слизняк был поражен чем-то раньше, и это была своего рода волшебная пуля, которая уничтожает скрытую силу. Вот почему слизняк все еще жив, хотя у него нет сердцевины. Сердцевина сама по себе стала способна расщепляться, что она и сделала, чтобы выжить. Теперь эта штука представляет еще большую угрозу, поскольку способна к бесконечному размножению. Слизь поглощает страхи судьбы и жадности, с которыми он уже покончил. К счастью, судьба появляется вскоре после этого, и жадность понимает, что он, должно быть, уже разгадал магию коррозии слизи. Слизь больше не сможет противостоять ему, и он отправляется на встречу с таинственным человеком. Его навык обжорства активируется, но жадность предупреждает его не переусердствовать. Если его характеристики резко возрастут, это может привести к перегрузке навыка. Но прежде чем это произойдет, судьба решит уничтожить Риса. Он пускает стрелу, но она быстро отклоняется. Жадность показывает, что судьба достигла максимальных показателей, на которые способен человек. Теперь ему нужно достичь человеческих высот, уровня Е, чтобы двигаться дальше. Это может означать только то, что атака судьбы провалилась, потому что человек, с которым он сражается, уже достиг уровня Е. Судьба атакует с яростью, но таинственный человек говорит ему, что он просто тратит время впустую его время. Судьба понимает, что это не наследница, и этот человек явно парень. Этот парень стреляет из своего оружия, так что судьба быстро поднимает свой щит. К сожалению, судьба все равно получает урон, и он понимает, что этот парень намного сильнее его. Парень обращается к судьбе, чтобы прикончить его, но судьба отказывается сдаваться. Он напоминает себе, что готов умереть и убивать любой ценой. Этот парень вот-вот выстрелит в упор, но судьба требует, чтобы его навык обжорства дал ему необходимую силу. Оба глаза судьбы краснеют, и таинственный человек потрясен, увидев, что судьба достигла области Е. Судьба теперь очень уверена в себе и благодарит судьбу за то, что она сделала это. Парень, потому что если бы он не столкнулся с ним, то не достиг бы этого нового уровня силы. Судьба переходит в наступление и теперь полностью игнорирует слизь. Парень пытается выстрелить еще немного, но судьба легко видит, что сейчас последуют атаки. Он избегает их всех и создает дымовую завесу. Судьбе наконец удается сорвать маску с парня, и он с ужасом обнаруживает, что это северянин. Он странным образом заявляет, что судьба наполовину права, называя его северянином, но отказывается объяснить почему. Вместо этого он начинает играть на флейте. Судьба недоумевает, что, черт возьми, делает этот парень, но северянин объясняет, что скоро он все увидит. Именно в этот момент судьба ошеломлена, увидев приближающегося божественного дракона. Он направляется прямо к Рокси, и Нортерн указывает, что он доберется до нее в течение следующих 30 секунд. Этот псих заявляет, что он и божественный дракон отдадут все, что у них есть, чтобы убить Рокси. Поэтому он хочет, чтобы судьба отдала все, что у него есть, чтобы остановить их. Он несколько раз стреляет в судьбу, пока слизняк загоняет его в угол. Жадность указывает на то, что северянин просто пытается выиграть время, поэтому судьба просто проносится мимо всего. Божественный дракон наводит ужас на всех, когда находит Рокси, но она стоит перед ним и просит своего отца одолжить ей свою силу. Она сразу же сожалеет о своем решении не убегать, когда дракон выпускает свою мощную атаку, и все беспокоятся за нее. Однако, к счастью для Рокси, судьба пришла, чтобы спасти ее в миллионный раз. Могущественный дракон использует еще одну безумно мощную атаку, так что судьба делает все возможное, чтобы остановить ее снова. Он отказывается позволить дракону причинить вред Рокси, но его маска полностью уничтожена. Даже не оборачиваясь, Рокси начинает задаваться вопросом, не является ли он судьбой. Судьба больше не может держать это в секрете. Он поворачивается к Рокси и приветствует ее как судьбу в первый раз за очень долгое время.
Рокси счастлива снова увидеть судьбу, но ее пугают его горящие красные глаза. У них не так много времени до того, как дракон нападет снова, так что судьба велит Рокси бежать. Рокси слишком потрясена, чтобы двигаться, так что судьба извиняется за то, что лгала ей все это время. Он благодарит ее за все, прежде чем убежать, и она может только окликнуть его, когда он направляется к дракону. Северянин насмехается над судьбой за то, что она думает, что битва будет легкой, но судьба просто говорит жадности быть готовой. Жадность объясняет, что их план должен быть готов уже сейчас, поэтому судьба использует способность под названием Большой Крест, который можно вернуть. Эта способность заманивает дракона в ловушку, но северянин начинает стрелять в судьбу. Когда они сталкиваются, северянин благодарит судьбу за то, что она обездвижила божественного дракона с помощью искусства, которого он никогда раньше не видел. Судьба объясняет, что он хотел сразиться с ним 1 на 1, но его быстро оттесняют назад. Судьба больше не может идти в ногу с северянином и понимает, что его характеристики должно быть упали из-за использования этого секретного искусства. Северянин уверен, что победит, и называет 3 причины почему. Первая из них заключается в том, что судьба исчерпала свои силы, пытаясь прорваться во владение Е. Во-вторых, судьба также тратит часть своих сил на то, чтобы сдержать дракона. И последняя причина в том, что северянин еще даже не стал серьезным. Их борьба продолжается, так что жадность велит судьбе держаться поближе к северянину и не позволять ему отдаляться. Северянин может сказать, что судьба впадает в отчаяние потому, как он атакует и что-то понимает. Если судьба отойдет слишком далеко от дракона, то он не сможет удержать ловушку. Судьба напоминает ему, что битва еще не окончена, но северянин может сказать, что он просто паникует. Он прав, поскольку следующая атака судьбы оставляет его уязвимым. Северянин воспользовался преимуществом и поразительным образом отрубил руку судьбе. Северянин уверен, что битва уже окончена, и показывает, что Эрис возлагала на судьбу такие большие надежды. Судьба доставила северянину слишком много проблем, поэтому он планирует заставить судьбу заплатить за это своей жизнью. Именно в этот момент северянина пронзают прямо в грудь, и он ошеломлен, увидев, что судьба использовала магию иллюзии. Судьба знала, что северянин потеряет бдительность, как только будет уверен в своей победе. Вот почему судьба решила рискнуть все или ничего и пожертвовать собственной рукой. Судьба говорит этому предателю, что он может забрать свою руку и забрать ее с собой в загробную жизнь. Судьба обрывает жизнь северянина, и его навык обжорства активируется после поглощения его души. Затем судьба мгновенно оказывается в странном месте, где, как он помнит, он был раньше. Появляется девушка, которая была в ядре Ханиэля, и представляется как Луна. Она благодарит судьбу за то, что та положила конец ее несчастной жизни, но извиняется, так как больше не может этого делать. Судьба понятия не имеет, о чем она говорит, но земля начинает рушиться, обнажая всех его жертв, и он кое-что понимает. Эта девушка была причиной того, что его навык обжорства угас. Луна говорит, что это было правдой, но теперь это уже не так. Она не может его содержать. Луна объясняет, что если судьба поглотит божественного дракона, то он потеряет контроль над собой. Земля осыпается еще сильнее, заставляя судьбу упасть, но, к счастью, кто-то спасает его. Знакомый голос говорит, что он удивлялся, почему судьба ведет себя так тихо, и судьба понимает, что это жадность. Жадность говорит ему, что им нужно вернуться, но судьбе нужно что-то сказать Луне. Он благодарит ее за предупреждение, но объясняет, что не может позволить дракону свободно разгуливать без хозяина, и он собирается убить его. Как только они вернутся, божественный дракон вырвется на свободу. Судьба не знает точно, сколько времени у него осталось, поэтому ему нужно как можно быстрее закончить бой. Жадность по-прежнему остается умным человеком, поскольку он указывает, что было бы довольно сложно использовать лук только одной рукой. Судьба интересуется, хотел ли жадина когда-нибудь летать раньше, и запускает его прямо в дракона. Судьба сочетает это с мощным ударом, который наносит огромный урон. Он использует свой навык идентификации, чтобы увидеть, что дракон обладает невероятно высокими характеристиками, но у судьбы все еще есть небольшое преимущество в силе. Судьба использует свое преимущество, чтобы резать дракона на куски, пока тот не рухнет. Дракону все же удается нанести мощную атаку, но судьба сочетает два навыка, чтобы усилить свой последний удар. Эта атака невероятно мощная и проходит сквозь дракона, как сквозь масло. Навык обжорства судьбы активируется после поглощения души дракона, но это причиняет ему сильную боль. Обжорство пытается взять верх, но он борется с этим, зная, что если потеряет контроль, то станет еще большей угрозой, чем божественный дракон. Судьба понимает, что он должен сделать, но также поступает и жадность пытается остановить его. Затем судьба получает доступ к новому уровню жадности, который сбрасывает его характеристики. Таким образом, когда он впадет в неистовство, урон будет сведен к минимуму. Жадность не может поверить, что в конце концов умение Глитни также поглощает судьбу, и судьба рушится. Как раз в этот момент из ниоткуда появляется Мой, и судьба приказывает ей убить его. Мой напоминает ему, что она предупреждала его, что это может произойти, если он будет слишком сильно давить на себя, но сейчас он может только извиниться. Мой планирует сдержать данное ей обещание
обещание и готовится покончить с его жизнью. Однако именно в этот момент появляется Рокси, чтобы спасти его. Судьба хочет знать, почему она так поступила, но вопрос приводит ее в ярость. Судьба даже не хочет, чтобы она смотрела на него, потому что видеть его таким всегда было для него кошмаром. Рокси объясняет, что этого недостаточно, чтобы заставить ее возненавидеть его, и она умоляет его не заканчивать свою жизнь. Какой бы силой он ни обладал, он всегда будет для нее судьбой. Судьба не может понять, что происходит, так как раньше навык обжорства был в разгаре, но сейчас все совершенно спокойно. Рокси хочет, чтобы они вернулись в Вавилон, и судьба поражен, что она все еще принимает его, даже узнав правду. Судьба всегда хотела спасти Рокси, но теперь он понимает, что он также хотел, чтобы она спасла его, как и раньше. Мой друг уходит, потому что судьба в надежных руках, и он падает в объятия Рокси. Некоторое время спустя судьба просыпается в своей комнате в гостинице и обнаруживает, что у него все еще отсутствует рука. Неожиданно врывается Эрис, чтобы сообщить судьбе, что он проспал целую неделю. Она возвращает ему жадность, но жадность расстроен, так как считает, что судьба даже не заметила его исчезновения. Эрис объясняет, что им пришлось отправиться в центральную часть Галлии, чтобы найти его, и именно поэтому он такой грязный. Мои друзья забыли забрать его, поэтому они предположили, что чудовище унесло жадность так далеко. Моя мама объясняет, что она просто была слишком занята борьбой с завистью. Все могло бы стать совсем плохо, если бы зависть нашла другое судно, подобное Норзерн, и снова начала доставлять неприятности. Девочки рассказали, что Норзерн просто управлялся как марионетка черным оружием меча Энви. Оружие смертного греха не может быть уничтожено, поэтому Майн использовала свою огромную силу, чтобы отбросить Энви на дальнюю сторону Галлии. Аристон объясняет, что с тех пор, как судьба победила божественного дракона, он доказал свой потенциал. Именно поэтому они хотели бы получить его помощь. Их первоначальный план по созданию коронованного человека после смерти Рокси теперь завершен. Судьба требует, чтобы она пообещала никогда больше не преследовать Рокси, только после этого согласившись выслушать ее просьбу. Эрис соглашается и объясняет, что первоначальным планом в любом случае была зависть. С исчезновением божественного дракона страна вступит в новую эру, и им нужна судьба для того, что произойдет дальше. Это то, с чем приходится иметь дело всем обладателям навыков смертного греха, так что на самом деле у него нет выбора. Судьба соглашается помочь, ничего толком не объясняя, но он просто хочет выяснить, почему именно он был выбран для получения навыка обжорства. Эйрис хочет вылечить свою руку первый раз, и судьба потрясена, узнав, что существует магия, которая может это сделать. Затем Эйрис шокирующе сообщает, что они должны уехать до возвращения Рокси, так как ему слишком опасно находиться рядом с ней прямо сейчас. Одного упоминания ее имени было достаточно, чтобы Глатония разозлилась, и он согласился. Несколько мгновений спустя Рокси отправилась повидаться с Фейтом, но была шокирована, когда обнаружила, что его больше нет в комнате. Она нашла письмо, которое он оставил для нее, в котором он еще раз извиняется за то, что солгал ей. Он заявляет, что сейчас ему нужно уехать, но он обещает вернуться к ней однажды. Затем мы возвращаемся к тому времени, когда Фейт был ребенком, и его нашла Рокси. Она была очень мила с ним, но Фейт оказался маленьким трусом и умолял ее не бить его. Маленький Фейт объяснил, что он пугался, потому что она, казалось, разозлилась на него, так что Рокси поняла, что люди действительно боятся святых рыцарей. Из-за этого ей было стыдно за то, что она святой рыцарь. У судьбы, как всегда, заурчало в животе, и она накормила его бутербродами. Рокси забеспокоилась, когда судьба сообщила, что у него нет семьи, но он сказал, что все в порядке, потому что она помогла ему понять, что столица полна не только плохих людей. Именно в этот момент она смогла держать голову высоко и стать частью жизни святого рыцаря. Она надеется однажды снова встретиться с судьбой и обещает стать сильнее, когда этот день настанет. В другом месте валерики обсуждают, насколько шокирующим было то, что труп с самого начала оказался судьбой. Рафаэль остается один и на удивление благодарен судьбе за то, что она убила его брата Хайдо. Он смеется, как настоящий психопат, и философский камень начинает светиться. Там, в пустыне, судьба дает жадности целых 40% его характеристик. Это раскрывает секретное искусство жадности 4-го уровня, которое называется сумеречное исцеление. Это удивительным образом восстанавливает руку судьбы, так что девочки отправляются обратно в столицу. Некоторое время спустя судьба расстроена, так как жадность, как всегда, жадна и хочет новые ножны, хотя судьба только что уничтожила один из них. Он объясняет, что судьба достигла уровня Ви, поэтому ему нужны ножны, подходящие для такого роста. Жадность говорит, что если у них нет на это денег, то им придется просто заработать их, как они всегда это делают. Судьба наконец-то соглашается со своим партнером и готовится сражаться как настоящий обжора.